Товарищи, добрый вечер, здравствуйте. Вечерняя изолента лайв в эфире. Мы с Артемом Сотниковым. И у нас в гостях первый гость сегодня Максим Вилков, историк, координатор группы информации по преступлениям против личности, IGCP. Вот такая аббревиатура. Хитро исполнил я, да. Мы поговорим про преступления, которые совершены и совершаются, я думаю, по сей день на территории Украины, республик Донецкой и Луганской народных, теперь уже признанных Российской Федерацией. И, соответственно, про то, что было в прошлом, может быть, Одессу тоже зацепим, потому что, конечно, жуткие вещи там творились. И у меня основная задача узнать, Владимир Владимирович, в своем обращении к нам, ко всем, ну, ко всему миру, я бы сказал, четко подчеркнул, что преступления все будут расследованы, преступников мы всех знаем, будем их ловить, искать и судить. И вот, грубо говоря, отталкиваясь от этой отправной черты, давайте об этом и поговорим. Максим, вам слово. Да, добрый день. Еще раз представлюсь, меня зовут Максим Вилков. С февраля 2014 года мы ведем работу по мониторингу нарушений прав человека на территории Украины. Почему это нас заинтересовало? Потому что мы историки на протяжении многих лет, которые занимались изучением нашего не такого далекого прошлого, а именно нацистской истребительной политики на территории Советского Союза и ближайших государств. Вот. И к февралю 2014 года, насмотревшись на Майдан, насмотревшись на то, кто конкретно там берет власть к 20 числам, что они делают и к чему они призывают, как происходит расчеловечивание в людей в их риторике, мы приходим к выводу, что будет все страшно. Вот. И поэтому с февраля 2014 года мы организовали группу, которая начинает заниматься мониторингом того, что там происходит. Поначалу это был довольно такой мониторинг СМИ, то, что вот выходит в СМИ, то есть мы просто это все собирали. Ну, с течением времени нам удалось установить контакты с ребятами и на территории Украины, и с людьми на территории Донецкой и Луганской народных республик. Вот. И, соответственно, вместе с ними заниматься сбором материалов уже непосредственно на местах, уже непосредственно готовят доклады, которые мы представляли на международных площадках вот все последние 8 лет. Вот, сейчас. А какие площадки использовались для этого, Максим, подскажите? Ну, смотрите, есть две главные... Извините, у меня здесь может кошка прыгнуть внезапно. Это прекрасно. Мы так любим кошек, что пусть прыгает чаще. Да. Значит, это две большие площадки, основные. То есть, во-первых, это Совет по правам человека ООН, вот, и, соответственно, связанные с ним, как это называется, договорные органы. То есть там комитет против пыток, комитет по защите экономических и социальных прав, комитеты, ну вот все вот эти вот. И, естественно, ОБСЕшная площадка, Бюро по демократии и правам человека. Вот они базируются в Вене и в Варшаве, проводят свои мероприятия, и, соответственно, это главная такая европейская площадка, на которой неправительственные организации могут представить свои доклады, высказать мнение, как бы привлечь международное сообщество к тому, что происходит. Максим, подскажите, вот на этих площадках мы видели, как нашего товарища Невензио абсолютно не слышат. Вот на этих площадках они, даже аббревиатуры, те же ООН, ОБСЕ, то есть там слышат нас, а это как-то берется вообще во внимание? Ну, смотрите, здесь такая очень двоякая вещь. С одной стороны, если удается выступить на пленарных заседаниях, где все сидят и где все, то в любом случае вас услышат. То есть именно физически. Вы вышли, вот вас услышали. Ну, конечно, неоднократно руководитель украинской делегации при ОБСЕ Андрей Чесноков заявлял о том, что все, что я говорю на этих площадках, является российской пропагандой. Вот, и ничего подобного нет. Вот.
Почему-то мы даже не удивлены сейчас. Да, вот. А если же говорить о каких-то дополнительных, то есть это вот первый момент. То есть сказать так, чтобы услышали именно чисто физически можно было до последнего времени. Но я скорее вот о том, что доходит ли. Это подождите. Значит, другой момент, что есть возможность организовать какое-то специальное мероприятие, называется это дополнительные мероприятия, сайд-эвенты у них, вот, которые в рамках этого большого заседания будут проходить. Вот на них, скорее всего, никто, кроме ваших друзей, не придет. То есть есть такой неофициальный бойкот на пророссийские мероприятия на международных площадках. То есть ситуация, которую мы видели, когда там по сигналу от американцев представители 40 стран встали и вышли, когда выступал наш министр иностранных дел, ну вот просто по щелчку от американцев, ну она не является чем-то новым. Она происходит постоянно, ну просто не на таком высоком уровне. Вот. Вопрос в том, что если вы, но при этом, если вы на этой международной площадке подали свой доклад, он вышел, он зарегистрирован в секретариате, его обязаны учесть в итоговом документе. А подскажите чуть в другую сторону, да, я хочу развернуть наш разговор. Нам ведь нужен результат, правильно? То есть Конечно. у нас происходит беспредел, да, соответственно, наша задача не только сакцентировать на нем внимание, но и добиться, наверное, каких-то реальных действий со стороны мировой, международной или европейской, или какой-то локальной общественности, может быть, да, украинской, может быть. Какие действия мы ждем? Какие могут быть результаты? И что считается, например, идеальным результатом в данной ситуации? Ну, смотрите, идеальным результатом я, к сожалению, не могу говорить о том, вот какие результаты на международных площадках мы сможем добиваться в ближайшее время. Потому что в ближайшее время вся эта система, она в достаточной степени переформатируется, и те мероприятия, которые должны были быть там в ближайший месяц, они все отменены. Вот, ну, то есть вот 14 числа должно было быть дополнительное совещание в ОБСЕ на площадке в Вене. Вот его не будет, потому что необходимо осудить Россию, да, они не готовы, не подготовились. Всякие другие мероприятия, ну вот сейчас как раз есть некий такой пауза в них, будем смотреть. Вот. А так, в принципе, то могу рассказать, что мы делали, то есть и какой был результат. Расскажите. Да, давайте. Да. Мне интересно как раз узнать, что делали и как вы подводите сейчас ситуацию к тому, что, ну, ведь военный конфликт, он рано или поздно закончится, Да. Надеюсь, рано. И после этого, как мы уже сказали, должен быть суд, а по-другому никак, трибунал, да, международный, скорее всего, российско-украинский. На протяжении 8 лет мы собирали материалы и отправляли их в Европейский суд по правам человека и в Международный уголовный суд. Ну, Европейский суд по правам человека очень уважаемая организация. Вот. Теоретически они имели возможность принять наши материалы к рассмотрению. То есть, конечно, у них там есть такая казуистика, что в Европейский суд по правам человека вы можете подавать материал только в том случае, если исчерпаны все возможности национального правосудия. Вот. А здесь получается, что человек, например, который живет на территории ДНР и ЛНР, он физически не может добиться правосудия на территории Украины. То есть, ну, потому что это просто для него было опасно. Физически опасно. И такие примеры, когда на основе этого, не проходя национальную систему судебную, решение выносилось, они есть. Это и по Руанде выносилось, и еще по каким-то африканским странам, и по Югославии выносилось подобные решения. Даже более того, по России выносились такие решения во время Второй Чеченской войны. Вот. То есть есть прецеденты того, что да, вот если есть добрая воля Европейского суда по правам человека, то это можно сделать. Ну вот только мы подали, вот только наша группа с нашими товарищами, которые живут в ДНР,
и ЛНР, мы вместе подали, вот только мы, 800 заявлений от граждан ДНР и ЛНР о нарушениях прав человека в Европейский суд по правам человека. И судя по тому, что мы видим, я так понимаю... Ничего, ни одной реакции на это не было. Это просто обстрел вот этими заявлениями впустую. Я так понимаю, что никаких нормативов на обязательность рассмотрения, ответа и прочее нет, да? Нет, конечно. Они могут не принять к рассмотрению по формальному принципу. У вас не исчерпаны возможности национального законодательства. Интересно. Непосредственно вот мы отправляли еще и непосредственно по обстрелам, то есть проводили вот весь прошлый год, проводили работу, брали конкретный случай обстрела какого-нибудь населенного пункта, вот конкретный день, и начинали выяснять, кто, откуда, какие повреждения, как прилетели снаряды, по характеру воронки, что это за снаряд, по осколкам, что это за снаряд, по характеру, то есть по форме воронки, откуда он прилетел. А потом берем карты, смотрим, а кто с той стороны в это время стоял. Вот непосредственно какая воинская часть, обладающая вооружением, кто ей командовал. Сколько всего эпизодов? Скажите, пожалуйста, сколько всего эпизодов, Максим? Нами сейчас подготовлено 14 эпизодов. Вот юридически оформлено и так далее. Понятно, всего таких эпизодов, их вот мы берем 8 лет, берем каждый день куда-то стреляли и куда-то пролетало. То есть 365 умножаем на 8, ну и умножаем потом... еще условно на 2 в среднем. Понятно, что это такая огромная статистика, это вот, но нужна конкретика. Вот конкретно здесь вот погибли люди. Мы можем это расследовать, мы можем это увидеть. Вот. То есть, ну вот сейчас мы будем заниматься очень известным случаем, непосредственно очень сложным, но все-таки я думаю, что придется 17 августа 2014 года обстрел Луганска, когда погибло 20 человек. Вот, прям вот такой массовый был обстрел. Это очень печальный массовый эпизод, да. Мы помним. Он довольно известный, мы за него не брались, потому что это тяжело, там весь день стреляли со всех сторон. Ну, я думаю, что уже надо. Вот, а так, по разным случаям, по вот известному случаю у нас есть с обстрелом автобуса под Волновахой, и, в принципе, понятно, что это были не наши обстрелы, это были обстрелы с той стороны. Вот. Ну, то есть работы хватает, работы много, и вот эти вот заявления мы отправляли в Международный уголовный суд. Ну, кроме там ЕСПЧ, мы вот такую структуру, как Международный уголовный суд. Россия юрисдикции Международного уголовного суда не признает, то есть сразу мы говорим. Но Украина признает. Интересно. Поэтому, естественно, что мы пытались воспользоваться этим случаем, этим фактом и отправляли им свои расследования. Ну, вот из 12 направленных им случаев, по одному нам пришел ответ, что, принимаем ваш случай к рассмотрению. То есть, это уже победа, да, считается? Ну да. КПД, конечно, минимальный, но... А ЗУГРЕС рассматривать будете как-то вот то страшное событие, которое произошло там с убийством детей? Конечно, будем. То есть, работа, она ведется, она не прекращается. То есть, сейчас, я думаю, даже в этом плане будет легче, потому что уже можно будет работать в мирной обстановке и не опасаясь самим попасть под обстрел, потому что естественно, что все эти обстрелы, они проходят по одним и тем же точкам фактически, проходили по одним и тем же точкам, по одним и тем же населенным пунктам, вот, то есть, потому что, вот мы ездили туда недавно со съемочной группой, и вот как раз когда все началось, и деревня Зайцево, вот
непосредственно на окраине Горловки, она фактически подвергалась обстрелу каждый день. Угу. Вот, и даже по нескольку раз в день. То есть вот приехали туда утром на место, потом мы стали вечером выезжать, по ней опять начали стрелять. Угу. То есть, Вот мы сейчас Максим, показываем скажите, кадры. так. Извини, Артем, мы сейчас показываем как раз кадры, показывали, пока вы говорили, обстрела, я так понимаю, сегодняшнего обстрела детского сада в ДНР. Я не знаю подробностей, честно скажу, но там картинки, конечно, ужасающие. Да, это То ужас. есть прямо это ужас, да. Артем, да. Максим, а скажите, пожалуйста, если вот европейская сторона нас не слышит, Украина нас не слышит, не принимает. Я знаю, что вот в ДНР, последний ЛНР, где-то месяц назад было, может, чуть больше, обнаружено крупное захоронение, и работает наш Следственный комитет. Имеет ли, ну, скажем так, профит, такое слово, да, есть ли смысл обращаться в Следственный, и насколько его вес на вот, обращение его потом в международные все инстанции, имеет ли вообще вес вот, работы Следственного комитета России в этих вопросах? Обращались ли вы в нашу сторону, если там не слышат? Нет, данные в наш Следственный комитет мы, конечно же, передавали, так же, как и в органы ДНР и ЛНР. То есть те данные, и более того, они нам со своей стороны, то есть, ну, не наш Следственный комитет, но ДНР и ЛНР органы тоже подавали по запросу, то есть, потому что по случаям, которые были в 2014 году, у них есть фотографии, у них есть материалы, которыми мы, естественно, пользовались с их разрешения и присоединяли к своим отчетам и к своим докладам, и к своим расследованиям, естественно. Вот. И, естественно, по первому запросу, который поступит от Следственного комитета для там, к нашей группе там, какой-то помощи о тех материалах, которые есть, пожалуйста, мы их немедленно предоставим, вот, чтобы, потому что общая наша цель – это то, добиться справедливости для жителей, которые там пострадали, и добиться того, чтобы виновные в этом понесли наказание. Вот, пусть даже оно будет не международно непризнанным, но хотя бы со стороны российских органов, органов ДНР, органов Украины, какая она будет после завершения спецоперации. Мы на это очень сильно надеемся. Говорить о распространении этого дела и распространении решений Российского следственного комитета на международные площадки, ну, на протяжении последних лет, последних 10 лет, мы видим деградацию вот этого международного правосудия, которое существует. То есть именно в плане того, что идущее от России, идущее от российских органов, а тем более от российских следственных органов, оно не воспринимается как правда, оно воспринимается как репрессивная деятельность. То есть сейчас мы все слышали призывы исключить Россию из Интерпола. Да. Мы все понимаем, что что сегодня любая, даже самая доказанная информация, самая идеально сделанная, то есть не вызывающая сомнений информация, которая будет поступать от российских официальных правительственных органов, она будет восприниматься, ну, в лучшем случае она будет замалчиваться. То есть, что ее нет. Это очень избирательная работа. Слушайте, мы все помним, как полгода назад все насались больными ногами Алексея Анатольевича Навального. И там ЕСПЧ все слышал, видел, и там ходили демонстрации. А тут 800 обращений по обстрелам мирных людей, мирных жителей. Да, и ничего. Слушайте, у нас не так много, к сожалению, Артем, осталось времени. Я хотел бы пару вопросов задать про Одессу. Наверное, один из самых жестоких случаев послевоенной, я имею в виду Великую Отечественную войну, в послевоенное время, когда заживо сжигают людей, русских людей посреди города в Доме профсоюзов, при этом цинично все снимают на видео, там, наверное, даже расследовать-то ничего не надо, там все видно с лицами, с людьми, с действующими лицами, с тем, кто что бросал, кто что орал и так далее. И тут уже трудно не принять что-то. Ладно, там воронка, ну понятно, каждая воронка это трагедия, да, каждая воронка это унесенные жизни, но здесь, грубо говоря, убийство в прямом эфире
происходило. Как реагируют сейчас официальные органы Европы, судебные, на вот это вот все? Что подано и какая реакция? Значит, подавалось, естественно, проводилось официальное расследование украинскими правоохранительными органами. Как мы с вами знаем, что до конца это расследование не доведено, несмотря на то, что вроде как установлены некие виновные, но окончательного решения нет. Есть несколько расследований со стороны общественных организаций, в том числе есть наше расследование со свидетельскими показаниями того, как сжигали, как там происходило все внутри. Все это, естественно, подавалось на международных площадках еще в 2014 году, в 2015 году. Собственно, реакция та же самая. То есть это преподносится через мнение официальной украинской стороны. Одесская трагедия, она преподносится как некий конфликт двух радикальных сил в городе Одесса, одна из которых явно априори виновата, потому что это, по их мнению, сепаратисты, которые пророссийские сепаратисты, которые попали, соответственно, сначала напали, опять же, по их позиции напали на несчастных митингующих националистов, потом укрылись в этом доме профсоюза и там по неосторожности самосожглись. Вот. Уничтожились, ну да. Да, вот эта позиция, да, то есть там назначены какие-то виновные. Я, если честно, сейчас вот не готов сказать конкретно по позиции украинской стороны, то есть конкретно кого они выбрали виновными и как это все. То есть общая тенденция была на то, чтобы это дело замять, скрыть и представить как такой некий эпизод. Несчастный случай, да, грубо говоря. Да, несчастный Я случай. понимаю, Да. что у них даже доказательств по факту, вот то, что они себя как-то в отношении националистов вели, вызывающе и так далее, этого нет, и им на слово верят. Да. Жесть. Меня... То есть, да, жесть мне какая. даже сложно об этом говорить, потому что это настолько действительно вещь, которая вроде как лежит на поверхности. О чем говорить? Если мы говорим не про Одессу, если мы говорим, например, про, все мы знаем эпизод «Батальон Торнадо», да? Да. Слышали о таком? Конечно. Руслана Онищенко. Руслан Онищенко. Это только доказано, только то, что через Amnesty International сумели пробить сквозь украинское правосудие. Только доказанные случаи, там и избиение, и похищение, и убийство, и изнасилование в грубой форме, и пытки, чудовищные пытки. Человек получает 12 лет. То есть из всего батальона «Торнадо» это более 150 человек. Осуждено 12, получили сроки от 2 лет условно до 12 лет, непосредственно сам Онищенко. Сегодня он уже вышел на свободу по распоряжению Зеленского. Как осужденный, который интересно. Вот это интересно. К сожалению, у нас время подходит к концу. Я в конце хочу сказать одно. У меня осталась одна надежда сейчас из того, что вы сказали. Надежда есть, она всегда, ее можно найти. Вы сказали вначале, что Международный суд просит, чтобы были исчерпаны все возможности внутреннего суда. Сейчас у нас появилась уникальная возможность. Внутренний суд теперь в Донецке и в Луганске у нас находится. Да? И я думаю, что этот внутренний суд отнесется к этим эпизодам. Дурацкое слово, на самом деле, потому что это не эпизоды, это человеческие жизни и человеческие трагедии. Мне кажется, что суд отнесется в Донецке и Луганске чуть по-другому к этим трагедиям. У меня тоже на это есть огромное... Будет объективен, как никогда. Да. И я думаю, что победа будет за нами. Максим, спасибо огромное. Сил вам в вашем нелегком деле. Спасибо. Увидимся, я надеюсь, еще в рамках нашей программы будем вас приглашать. Буду рад.
Спасибо огромное, спасибо, Максим. Спасибо. Так, мы продолжаем. Просто... Да, слушай, ну такая, ну это сложный труд, это очень сложная и зачастую неблагодарная работа, потому что тут мы опять же против нацистов, которыми, к сожалению, сейчас наполнена Европа. Я сегодня пересматривал выступление Владимира Вольфовича Жириновского 17 января, которое он делал у Соловьева. И ты знаешь, вот каждое слово в десятку. Все, что он сказал, правда, несколько очень страшных вещей, которые пока не сбылись, но 90% того, что он сказал, сбылось. 17 января он говорил, у Соловьева были большие глаза, он половину вещей не мог вообще даже, ну, грубо говоря, не ожидал, что это будет произнесено вслух. Сейчас все это практически сбылось. И вот я смотрю и понимаю, что одна из вещей, которую он сказал, это как раз вот про нацистов в Европе, которыми просто битком сейчас набита вся Европа, и с которыми нам придется очень серьезно столкнуться сейчас. Вот тут люди проснулись, спрашивают, где Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте, товарищи, доброе вам субботнее утро, да, доброе утро. Вот, я попрошу наших зрителей, во-первых, писать, из каких городов они нас смотрят. Традиционно у нас перекличка каждый эфир. Нам очень важно понять, показывают ли нас в Европе и на Украине, на Донбассе, в каких уголках Украины, кто чего и как. Распространяйте наше видео, подписывайтесь на Изоленту обязательно. И подписывайтесь на телеграм-канал Изоленты на всякий случай. Там будет самая оперативная информация. Если, не дай бог, с нами там где-то что-то случится, с Ютубом я имею в виду, то там вы точно узнаете, где мы продолжим наши трансляции, Рутуб, ну и еще какие-нибудь площадки. Заранее благодарю за ваши платные вопросы, которые вы задаете. Мы помогаем сейчас пострадавшим на Донбассе людям, и мы продолжаем кормить бездомных в Москве совместно с храмом Воскресения Славущего. Ну и в отсутствии монетизации, которую YouTube отменил для России, мы пытаемся поддерживать наш канал, чтобы он жил и развивался. Сейчас наше вещание, мы вещаем 7 часов, на следующей неделе, я думаю, уже будем в районе 10 часов вещать, все идет к этому. Так, аноним отправил 2000 рублей, спасибо большое, тут же поддержали. Екатерина отправила 300 рублей, огромное спасибо за правду. Арс отправляет 200 рублей, Михаил Ануфриенко, Украинский фронт, вставайте, люди русские, пишут. Ну, окей. Да, и 400 рублей Диегерс. Почему нельзя нецензурную лексику в эфире? Иногда без нее сложно. Дети слушают. Но вопросы в эфире обсуждаются 18+, по большому счету. А слова эти плохие и нехорошие все-таки знают с молодых ногтей. Если уж на то пошло. Вы знаете, у нас есть законодательство Российской Федерации, которое мы пытаемся соблюдать. И, в общем-то, мы просто культурные люди. Да, и в конце концов, наш язык настолько многообразен, что гамму... Можно же без мата послать. Можно выразить и без ненормативной лексики, да. Я, наоборот, я всегда приветствую чистоту языка в эфире, потому что, ну, согласитесь, ненормативная лексика, она прекрасна. Мы сами ее употребляем с удовольствием, но только в узких кругах, доверенных, где с друзьями, там да. Верно. А на людях зачем? У нас воспитания хватает, и словарного запаса вроде мы справляемся. Да, совершенно если не справляемся, то можно лицо сделать, глаза выпучить и промолчать. Это правда. Так, значит, из новостей. Минобороны подтвердила, что на Украине разрабатывалось биооружие. Ты следи, я не вижу сейчас, когда к нам присоединится гость. Я смотрю в новости, у меня маленький экранчик. Значит, Минобороны подтвердила, что на Украине разрабатывалось биооружие. Это очень серьезно. Это очень серьезно. То есть прямо вот про атомное оружие Зеленский только заикнулся, а биологическое оружие, оно, в общем-то, оружие массового поражения, причем многие вещи запрещены, и сейчас это будет серьезное расследование, и очень серьезные выводы будут сделаны. Минобороны почти вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Хорошая новость, и, собственно говоря, ну, этого и ожидали. Как там, я переживаю, как там этот киевский, как он там, фантом или кто он, призрак, киевский призрак, наверное, один остался, ему тяжело теперь летать. Сбил 856 наших самолетов? Да, уже 922 сегодня на утро было, в принципе. Да, российские военнослужащие вывели из строя аэропорт ВВС Украины в Виннице. Продолжаются наши высокоточные удары, и операция продолжается. Очень пока все
позитивно все, что идет сейчас в ленте. Минобороны предупредила, что предприятия ВПК Украины будут уничтожены. Вот так. Скромненько предупредила, что военно-промышленный комплекс Украины будет уничтожен. Вот. Так и пока вот это новости, главные новости. Так, мы продолжаем. У нас появляется наш гость. Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Я, честно говоря, не знаю, о чем вы хотели нам рассказать, но у меня есть к вам один вопрос. Мы все смотрели за референдум, который проходил у вас, и, естественно, переживали за судьбу его. Ну, как бы не переживали, но все-таки очень серьезно мы к этому относимся в России, потому что Россия и Беларусь, это, в общем, сейчас, это, наверное, две самые важные страны, которые есть, наверное, в мире. Что у вас, как ощущения, как все прошло, были ли накладки какие-то, и ваша вообще оценка того, что произошло? Самая главная оценка, что мы действительно успели провести этот референдум вовремя. И, по сути, этот референдум о внесении изменений, дополнений в Конституцию завершает, закрывает, юридически и политически фиксирует большой и очень сложный для Беларуси двухлетний период такой политической нестабильности. Выборы президента, попытка госпереворота, попытка убийства моих коллег-журналистов, попытка давления на них через все возможные способы и методы. Собственно, с этим сейчас сталкивается как раз российская журналистика. Это и хейт в сети, это массовый буллинг, это попытка через деанонимацию вскрыть родных и близких журналистов и надавить через них. Собственно, все те способы, которыми пользуются информационные террористы, а то, что происходит сейчас в мире, это, без сомнения, информационный терроризм. Это новое качество информационной войны. Причем, если раньше мы говорили информационная война и так еще немножко подхихикивали, то сейчас со всей очевидностью ничего смешного в этом нет. Идут ковровые бомбардировки по СМИ с альтернативной позицией. Вообще из интернет-пространства, из пространства, которое почему-то до сих пор называется социальными сетями, хотя ничего социального, гуманистического в них практически не осталось. СМИ перешли в фазу тотальной пропаганды, контрпропаганды, взаимного опровержения, создания фейков. Собственно, СМИ работают сейчас в формате войны. Поэтому для Беларуси было крайне важно зафиксировать то единство, которое мы кирпичик по кирпичику сложили за последние 2 года. Не секрет, что в Беларуси довольно существенная часть нашего населения, особенно это касается такого городского, ну, принято говорить, люмпинизированного населения. Собственно, те, кто работают в теневой экономике, те, кто зарабатывают на малом приграничном движении с Польшей, странами Балтии. Ну, по факту это такой полулегализованная контрабанда. Сигареты, топливо, легпром, то есть шмотки и так далее и тому подобное. Плюс большая страта молодежи белорусской, которая через IT-технологии, через благосферу просто сепаратизировала себя, изолировала себя от основных государственных программ и проектов. Они концентрируются в парке высоких технологий, они концентрируются в тех кластерах, которые работают сугубо, допустим, на рынок США или на рынок Западной Европы. Они стали покупать себе, эти молодые люди, они зарабатывают там в десятки раз больше своих родителей. То есть родители для них не указ. Они покупают себе недвижимость в отдельных кварталах Минска. То есть попытка создать такое новое цифровое IT-гетто, причем сами для себя. На последнем этапе, это вот 2018-2019 годы, даже зашла речь о том, что сами для себя эти белорусские граждане создадут свои школы, свои университеты. То есть отрыв от государства будет максимальным. Добавьте сюда абсолютно
практически нулевое налогообложение, то есть ответственность гражданина перед государством, ну вот получите такую страту молодых людей, которые вольно или невольно становятся такими новыми либертарианцами, которые считают, что государство для них враг, которое все, что может делать, это брать налоги, а делать оно этого не должно, поскольку они работают на США, и, мол, ну, нелогично платить здесь. И зарплату им платят из США, а зачем здесь еще поддерживать? При этом все эти молодые люди и их родители, они пользуются социальными благами, которые предоставляет белорусское, и это правда, гораздо более сильное, чем в России, социальное государство. Это и медицина, это и образование, это и дороги, это и оборона и так далее. Поэтому вот нам надо было заново перешивать политическую систему. В чем еще здесь подвох был для Беларуси? Что было хорошо на рубеже там нулевых и до 2015-го, и что стало играть против нас в 2019-2020 году. Беларусь жертвовала модернизацией своей политической системы, имея в виду партийную, прежде всего, систему. То есть не развивала партии сверху, как делала это Россия. Не помогала партийным структурам созреть. Не включала партии в такой широкий общенациональный диалог. Как бы они существовали сами по себе, в своем вакууме варились. Естественно, в такой ситуации большую часть из 15 официально действующих в Беларуси партий просто купили с потрохами, навязали им повестку, они стали такими классическими соросятами, которые максимум чем занимались, это занимались обслуживанием вот этих своих НКОшных заказов. Беларусь пожертвовала модернизацией политической системы для того, чтобы максимально быстро провести модернизацию экономическую. Повторюсь, с нулевых до 2015 года, примерно до 2016, это было оправдано. Нельзя проводить одновременно две реформы. Реформу экономическую и реформу политическую. На этом разрывались гораздо более сильные и влиятельные государства, в том числе и Советский Союз, который снес централизированно выстроенную систему управления, потому что Компартия Советского Союза не была никакой партией. Это была система управления. Система выдвижения управленцев, да, система принятия решений. Так вот, одновременная и перестройка, то есть переход на самоокупаемость, самофинансирование, более мягкие коммерческие отношения между предприятиями, уход от госплана и одновременная деструкция политической системы, это просто разорвало советскую политическую систему. Просто надвое, и все понеслось. Китай сделал по-другому. Китай подморозил свою политическую систему и ускоренными темпами провел реформу экономическую. И выиграл, как мы видим сейчас. Вот, собственно, тот же самый фокус делала и Беларусь последние 15 лет до кризиса. Я вас прерву на секунду. Срочная новость пришла. Народная милиция ДНР, боевики Азова расстреляли колонну мирных граждан, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору. 2 гражданских убито, 4 ранено. Это вот нацистские батальоны, не национальные, как они себя называют, а нацистские батальоны, которые уже, по-моему, даже и не устраивают самих украинских лидеров, ну или не лидеров, как они там, как их, бонзы, вот, которые стреляют по ним сами же уже, потому что уже не могут на это дело смотреть. Извините, я вас прервал. У нас есть брифинг Министерства обороны, попозже выведем мы его, сейчас продолжим разговор, извините. Да, так вот, проведя серьезную экономическую реформу, в первую очередь, конечно, с поддержкой Российской Федерации, здесь можно вспомнить и крупнейший союзный проект «Атомную станцию». Это, по сути, новая отрасль в Беларуси. То есть до этого в таких масштабах атомной энергетики в Беларуси не было. Был испытательный реактор в Соснах, был задел по созданию еще в советское время мобильных ядерных реакторов, которые должны были осваивать крайний север. Ну и все. Собственно, на этом все. А сейчас, ну, представьте, целая отрасль, это не только ядерная энергетика, мирный атом, это все, что связано с высокими технологиями, новой электрификацией, электромобили, дома на электрообогреве и так далее и тому подобное. То есть весь огромный класс, по сути, новый сегмент белорусской экономики. Это космос,
Это большой сегмент по созданию новых двигателей, то, что делает Академия наук. Это новые металлы и материалы, в том числе для космической промышленности. Это цементные заводы, это дорожная инфраструктура, это медицина, в том числе ядерная медицина, трансплантация, абсолютно новая отрасль, которая выросла у нас за последние лет 15 просто с нуля до очень и очень высоких, даже по самым завышенным евросоюзовским или израильским меркам размеров. В общем, Беларусь провела экономическую модернизацию. Но для того, чтобы экономическая модернизация, опять же, оказалась защищенной от политических рисков, нужно было проводить модернизацию политическую. Беларусь вот так серьезно о модернизации Конституции начала говорить, причем на высшем уровне. Это был запрос, повторюсь, даже не партий и даже не системных общественных объединений или граждан. Это был запрос власти. Где-то вот на моей памяти с 2013 года примерно Беларусь, понимая, что рано или поздно модернизацию системы нужно будет делать, и от ультрапрезидентской, суперпрезидентской республики переходить для начала к президентской, с широкими полномочиями правительства в экономике и широкими полномочиями губернаторов, то есть местной власти, с более широкими полномочиями парламента, с отменой президентских декретов, которые выше законов, которые принимает парламент. Вот где-то с 2013 года. Конкретно и широко об этом стал говорить президент Беларуси с 2016 года. То есть это уже прозвучало в послании парламенту и народу. Это начало обсуждаться на широких встречах, открытых дебатах. В общем, с 2016 года Беларусь активно вела этот процесс. Но вот выборы 2020 года, попытка государственного переворота, попытка убийства президента, попытка убийства членов его семьи в такой массированная атака, которую сейчас переживает Российская Федерация по всем каналам. То есть все НКО. Вчера они защищали хомячков или выступали за покраску тротуаров рядом с крыльцом, чем занимался, допустим, немецкий фонд Бёля, знаменитый «Зеленый», или там фонд Конрада Аденауэра, или все те силы, которые сосредоточены под зонтиком NED, National Endowment for Democracy, американской крупнейшей донорской структуры, все эти АИРИ и так далее, с десятки донорских структур, которые комфортно расположились как внутри Беларуси, так и по ее периметру, в Польше, в странах Балтии, в Украине, которая, кстати, стала таким хабом для агрессивного воздействия на Беларусь. Это подготовка боевиков, в том числе в тех самых нацбатах. Там цифры этих отморозков небольшие, но для Беларуси это много. То есть даже там 25, 40, 50 человек для Беларуси, которые прошли войну, это серьезные цифры. Тем более, когда соседнее государство содействует их заброске в Беларусь, содействует накоплению оружия, взрывчатки. Могу напомнить, что только по данным СБУ, то есть самой службы безопасности Украины, возле границ в 5, 8, 10-километровой зоне от границы Беларуси, которая охранялась обычными средствами, была не прикрыта серьезными вооруженными военными соединениями, 10 раз СБУ находили залежи взрывчатки, оружия, серьезного оружия, пулеметов, гранатометов и так далее. Плюс 3 банды, которые были у нас задержаны в 2020 году. Это банда анархистов Оленевича, кодовый позывной «Олень». Он, кстати, отсидел, по-моему, 7 или 8 лет за атаку коктейлями Молотова посольства Российской Федерации в Минске. Это тот самый, да, я понял. Тот самый Олень, да. Вот, Игорь его зовут, Игорь Оленевич. Да, я с ним встречался, записывал с ним интервью. Он тогда уже говорил, что да, сейчас наши идеи анархистские, анархосиндикализм могут быть не восприняты. В каком смысле? Ну, говорит, мы сейчас не можем жечь буржуев, но можем жечь собственность буржуев. А что за собственность буржуев ты намерен жечь? Это вот Федерация профсоюзов, которая
по его мнению, прислуживает власти. Это банк, который то есть, по его располагался мнению, на первом, да, вот что да, хотим, то и сожжем. на первом этаже жилого дома 10-этажного. Располагается банк, вот они бросили коктейль Молотова туда. Сожгли казино, была у них акция возле Генштаба Беларуси. Ну, это последняя акция, на которой они погорели, когда уже все, перешли все грани разумного. Это 2 коктейля Молотова на территории российского посольства. После этого, естественно, в их рядах нашелся предатель, который всех сдал, дал показания, всех повязали, Игорю дали, я сейчас не помню, 10 или 8 лет, большой срок, очень внушительный. Вот, собственно, вот его банду задержали, потом была банда Автуховича, это человек, который первый раз якобы предприниматель, это уже националисты белорусские, у которого нашли гранатомет, этим он прославился. После этого он сбегал на Украину, там искал связи, нашел печально известного Семена Семенченко, вот этого вот фейкового командира нацбата. Тот ему помогал, значит, вооружаться, тот ему помогал вербовать боевиков, в том числе из рядов белорусов, которые проживали на территории Украины. В общем, такая группа. И еще одна банда, которая также... Причем это все задокументировано. Все, что я рассказываю сейчас, это не какие-то измышления, это не какие-то там придумки белорусских силовиков. Это факты. Все эти 3 банды брали доказательно. То есть на границе с Украиной, с оружием в руках, с показаниями тех, кто сдавал им квартиры, со вскрытием их схронов. Люди, которые были в этих бандах, показывали новые точки, где они прятали оружие. В общем, вот такую позицию украинский режим занял в отношении Беларуси. Понятно, что, оказавшись в таком окружении, Беларуси было крайне сложно отбиться. И тогда действительно Россия сыграла серьезную роль в разрешении белорусского вопроса, поскольку проводились совместные учения. Россия устами президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу заявила о том, что и создала резерв росгвардейцев и сил правопорядка, которые в случае какой-то безумной попытки могли бы подставить плечо, но, слава богу, хватило сил белорусских правоохранителей. Правоохранители не дрогнули белорусские, никто не предал, не перебежал, за исключением там 2 десятков человек. В основном это отставные военные, причем и военные, и сотрудники милиции, которые завели бизнес после отставки в Польше, естественно, которых было за что взять. У кого там дети учились в Польше, в Литве, в Вильнюсе. Кто-то просто, на мой взгляд, сошел с ума и перенял эту националистическую, а по сути коллаборационистскую позицию БЧБшную. Вот так. Беларуси надо было завершать этот этап, надо было перехватывать повестку и информационную, и политическую. Поэтому да, в режиме общенационального диалога, просто я сейчас боюсь сказать сколько, но десятки тысяч диалоговых площадок проводились по Беларуси. Президент сказал, что около 1 миллиона человек из 9,5 миллионов белорусов приняли участие в том или ином виде в обсуждении поправок в Конституцию. И это действительно стал такой идеологический манифест белорусов. Там закреплена ответственность за сохранение исторической памяти нашего государства. Там закреплена, прописана белорусская идеология. То есть описано, что в своем демократическом развитии Беларусь опирается на белорусскую идеологию. Собственно, вся Конституция – это и есть идеологический манифест. Там закреплена традиционная семья, там закреплено социальное государство, там закреплен суверенитет белорусского государства, там закреплены самые широкие гарантии для наиболее уязвимых слоев белорусского населения. Там вводится в Конституцию новый политический институт народовластия, Всебелорусское народное собрание.
1200 делегатов, которые избираются по всей стране, либо часть из них, ну, кстати, это еще предстоит уточнить отдельным законом, но значительная часть – это советы депутатов местного уровня, то есть поселковые советы, городские советы депутатов, областные советы депутатов. То есть огромная прослойка на самом деле таких народных депутатов, которые должны обеспечить во Всебелорусском народном собрании широкое представительство. Там перераспределены полномочия в этой Конституции. Допустим, у президента не будет возможности издавать декреты. Но если вдруг новый президент решит кардинальным образом пересмотреть внутреннюю политику, либо внешнюю политику, вот появляется дополнительный фильтр. Усиливается роль судов, конституционного в частности. Граждане получают возможность обращаться в наш Конституционный суд. Вопрос о легитимности белорусских выборов уходит сугубо в компетенцию Всебелорусского народного собрания и нашей судебной системы. То есть ничье мнение, кроме белорусского политического класса, гражданского общества, мы больше спрашивать не собираемся. И это наглядно показал, кстати, референдум, куда то хотели, то не хотели приехать наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ. Они то говорили, что нет, мы не приедем, поскольку мы не признаем этот режим в Беларуси. Потом говорили, нет, все-таки вы должны нас пригласить, вы обязаны. Вы входите в ОБСЕ, значит, вы обязаны нас пригласить. С какого мы обязаны их приглашать? Вот честно. То есть, зная заранее, что они приедут с заготовленной методичкой. Да нет, джентльмены. Чтобы они там посидели, а потом сказали, а мы ничего не видели, мы ничего не знаем. Да. У нас в гостях был сербский наблюдатель, который наблюдал за референдумом по Конституции. Он сказал, что вообще без накладок. То есть, по его мнению, практически близко к идеалу все было проведено. Я не думаю, что сербы будут врать. Я думаю, что там все посмотрели, все как надо. Нет, а тут просто, понимаете, вот та радикальная часть белорусской, ну если можно так сказать, с большой натяжкой, но все же оппозиции, она попала на этом референдуме в идеологическую смысловую ловушку. То есть голосовать против поправок в Конституцию значит сохранять суперпрезидентскую республику с действующим президентом. Да. Голосовать за, то есть за сокращение полномочий действующего президента и будущих президентов, это значит идти, признавать легитимность действующей системы власти и полномочий и участвовать в политическом процессе, который был объявлен, заявлен и проведен действующей властью. Поэтому все, что они смогли из себя выжать, вот эта вот радикальная часть, это попытка портить бюллетени. Но по всем возможным кампаниям мировым, то есть по всем, вот возьмите любую кампанию, даже в условиях, я не знаю, близкой к гражданской войне, но вот количество испорченных бюллетеней нигде не превышало там 3-3,5%. Ну, это если там, есть там 6. Либеральная погрешность, которая есть в наших странах. Ну, пусть будет 6. Ну, вот 6% испорченных бюллетеней, это в мировой истории, наверное, будет максимум. Потому что человек, который является полностью антагонистом и считает, что его позиция и его, значит, взгляды не включены в действующий политический консенсус, он просто не придет на выборы. Ну и на выборы пришло абсолютное большинство людей, а из тех, кто пришел, 82,86% проголосовали за изменения. И поверьте, в этих почти 83% были и те, кто в 2019 и 2020 году были противниками президента Лукашенко. Да. Андрей, очевидно, к сожалению, буду вынужден вас прервать. Очень интересный разговор. Я думаю, мы его еще продолжим, если у вас будет такая возможность. Я могу ответить блицом, если у нас есть еще 2 минуты. Нет, к сожалению, у нас уже нет времени совсем. Слушатели очень благодарят. Андрей говорит прекрасно. Да, дальше у нас гостья из Сербии, руководитель «Спутника Сербии», как раз будем разговаривать про свободу слова в Европе, в огромных кавычках. Спасибо вам огромное и удачи вам на вашем нелегком
поприще. Я Удачи думаю, нам, еще... мы же Удачи нам всем, да, это правда. И победа будет за нами. Победа будет за нами. Увидимся, да, спасибо. Спасибо, Андрей, интересно очень. Да, продолжаем разговор. У нас тут Борис Джонсон свежий подъехал, не могу не процитировать. Да, сейчас мы вам это все зачитаем. Одну секунду. Борис у нас периодически жжет. Не, Борис, похоже, все. Этот сломался, этот Борис сломался, несите следующего. Значит, это не конфликт с НАТО, и он им не станет. Ни один союзник не направил боевые войска в Украину. У нас нет враждебности к русскому народу. У нас нет желания ставить под сомнение величие нации и ее значение как мировой державы. Борис Джонсон. Вот, похоже, паяльник где-то у них подразогревается чуть-чуть, они начинают его ощущать вот своей простатой престарелой. И вот пошли такие речи. На самом деле война до последнего украинца, мне кажется, до этого я пошутил, если что, если кто у нас слишком серьезный, я пытаюсь еще шутить. Значит, война до последнего украинца входила в планы англосаксов. Да, мы же слышали вот. Эти прекрасные заявления. И на самом деле это заявление Бориса Джонсона никоим образом не выбивается за рамки плана войны до последнего украинца. Мы НАТО, мы вам оружие поставляем, а дальше убивайте там друг друга как хотите. Это типа ваши половые трудности. Вот мы, соответственно, тут к этому отношения никакого не имеем. Но если по большому счету смотреть, конечно, риторика чуть-чуть поменялась. И будем наблюдать, что будет дальше. Будем за этим очень активно наблюдать. Я почитаю еще чуть сообщений. Сетбатру отправляет 300 рублей пострадавшим. Спасибо большое. Владимир, неплохо. 400 рублей, когда начнут уже формировать волонтерские стройотряды. Туда же по суду записывать задержанных пацифистов. Пусть на деле борются за мир, разгребая завалы. Максим 10 евро отправляет. Спасибо, что спокойно и взвешенно сообщаете важную информацию о происходящем. Привет из Европы, мы с вами, не все русские тут отказываются от своей страны. Спасибо большое. Да, Иван Казаков отправил 5000 рублей в поддержку канала. Андрей Юрьевич 500 рублей. Нам, пишет, вам. Спасибо большое, нам 500 рублей. И последнее, пока Катя Булатова стала у нас начинающим изолятором. Кто не знает, у нас там кнопочка есть, можно стать спонсором канала. Вот только что Ольга Шнайдер. Ольга Шнайдер, да, вот я смотрю, да, стала начинающим изолятором, вернее, продлила, извините, не стала, а продлила свое участие в спонсорстве. Да, пролонгировала, дурацкое слово. Теперь мы теперь используем русские слова. У нас прекрасный язык. И вот эти все хипстеры со своими этими вот непонятными этими самыми идут, да, смузи, вот это фринузи. Да, идут строго лесом. Так, Спартак выходит вперед, говорит Андрей Жвакин, 1-0. Грустная для всей России новость. Сейчас практически, можно сказать, траур начался у всех. Да слушай, вот я вообще далек от футбола. Я всегда за Россию болею, а вот там между клубами я вообще не шарю. Абсолютно. Ну, видишь, с моё на вираже проведешь, будешь не так. Ну нет, я бесспорно, это фанатская тема. А я-то, видишь, я рассуждаю. Вот, нефтеюганский «Зенит», нам подсказывает Дмитрий, наш режиссер, что должен быть нефтеюганский «Зенит», и тогда все будет нормально. А во что в нефтеюганске играют? В какой вид спорта? У нас хоккей, у нас команда есть хоккейная, и юниоры, ребята там мало. Хоккей в смысле с этой самой, с шайбой или с мячом? Ну, стыдно в югре с мячиком бегать. Вот. С шайбой, конечно, на льду, все как положено. Окей. Окей. Ну, допустим, знаешь, как говорится. Летом с мячиком, может, тренируется. Вот. Ага, сейчас. Знаешь, тут вот был Андрей, я хотел, но он так складно рассказывал про то, что в Беларуси, прям перебивать не хотелось. Прям, я бы еще с удовольствием его послушал. Да, мы с удовольствием его еще пригласим. Надо будет, вот, слушай, если меня в эфире не будет, вопрос такой. Вот у нас массово самопровозглашенная российская интеллигенция, и прекрасную аббревиатуру придумали, мы ее всегда используем в наших постах, СРИ. Вот, они
себя показали. Мне интересно, у них же, когда был вот этот движ по поводу всех этих флагов новых и оппозиции, вот там они выборы всячески пытались компрометировать, у них же много было творческой интеллигенции, которая все это поддержала. И вот как они сейчас себя ведут на фоне вот этого всего, интересно, потому как у них это происходит. Можно будет это все посмотреть. Нам продолжают... Подрывают ли через эту штуку? Да, нам продолжают поступать сообщения. Сейчас вот не могу это не прочитать. И потом прочитаю важную новость. Хрорик, 899 рублей, наш гусар. Иру с днюхой. Привет Воронежу от гусара. Ой, точно, у Ирины же сегодня, у нашей зрительницы. Да, мы поздравляем Ирину. Мы с днем рождения Ирину поздравляем. Традиционно уже мы наших лучших из лучших зрителей всегда стараемся поздравлять. С днем рождения, Ирина. Да, новость важная. Я про нее кратко сказал, краткой строкой, но вот у нас появилась уже длинной строкой. Министерство обороны Российской Федерации сообщает, в рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам. Минобороны РФ призывает персонал украинских заводов ОПК не идти на поводу у киевского режима националистов и покинуть территорию своих предприятий. Да, слушай, знаешь, хорошо, если они смогут покинуть, а если как у нас было в Мариуполе, они могли выйти из предприятий. Просто собственно говоря, да. Так, у нас сейчас нарисовалась, небольшая пауза, потому что у нас... новости почитаем. Да, почитаем новости сейчас. Да, давайте сейчас поставим брифинг Минобороны, а потом почитаем новости, которые будут у нас. Группировки войск Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжают наступательные действия. Подразделения Народной милиции Донецкой республики успешно развивают наступление в городской черте Мариуполя с северо-западного и восточного направления. Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины. 6 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице. Истребительной авиацией и противовоздушной обороной ВКС России сбито в воздухе еще 3 украинских истребителя Су-27 и 3 беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета. Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынии и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт. Российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение военной техники Украины. Киевский режим националистов заставляет сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику для последующего направления в районы боевых действий. В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского УПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам. Призываем персонал украинских заводов УПК не идти на поводу у киевского режима националистов и покинуть территории своих предприятий. В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов, возбудителей чумы, сибирской язвы, толеремии, холеры и других смертельных болезней. Сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты. Очевидно, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины. Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.
для недопущения вскрытия фактов нарушений США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического, биологического и токсинного оружия, украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов. В ближайшее время мы представим результаты анализа полученных документов. Часть из них, в частности, указания Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в Полтавской и Харьковской биолабораториях, мы публикуем прямо сейчас. Дай зарядку. Зарядку. Артем, тебя очень слышно. Давай, ничего страшного. Да, у меня разряжается просто. Посмотрели брифинг. Что бы еще хотел я обсудить сейчас, помимо брифинга, у нас понятное дело, что сейчас происходит у нас на Украине по военной части. Тут сегодня очень много внутренних у нас дел произошло очень интересных. Во-первых, Владимир Владимирович разрешил сегодня задолженности перед иностранными банками и предприятиями стран, недружелюбно настроенных к России, оплачивать рублями. Я считаю, что это верх троллинга и цинизма. Это великолепно. Цинизм в хорошем смысле слова, потому что они к нам относятся определенным образом. Мы почему-то всегда были, отвечали чуть-чуть... знаешь, как старший брат. Чуть-чуть гуманнее, скажем так, да. Вот. А сейчас мы стали отвечать как надо. И вот, соответственно, а почему нет, вы хотите так, пожалуйста. Вот. Второе, что очень важно, я очень благодарен ситуации, как бы это ни звучало, наверное, опять же, цинично, я очень благодарен ситуации за то, что сейчас происходит. Во-первых, некоторые наши элиты, которые привыкли зарабатывать здесь, вывозить деньги за границу, они сейчас потеряли такую возможность совсем. Во-первых, мы увидели, что западные демократии и западные увещевания, что частная собственность превыше всего, что вообще с вашей сейчас привозите сюда деньги, покупайте у нас недвижимость, размещайте у нас инвестиции, с вашими деньгами точно, в отличие от России, ничего не случится. Да? Нам пеняли 91 годом, да, действительно, у нас была тяжелая тогда ситуация, тогда многие потеряли деньги, многие потеряли там все, но это было давно. А в Европе сейчас средь бела дня отбирают у людей все. И недвижимость, и деньги, и инвестиции, и яхты. Причем без каких-либо доказательств, что это куплено на какие-то незаконные деньги, на деньги, которые там непонятно откуда взяли. Но в этом есть огромный плюс. Сейчас все эти люди, они судорожно остатки попытаются ввести обратно в Россию, даже кто это не успел сделать. И будут эти деньги зарабатывать и тратить здесь. Опять же, мудрость Лукашенко, который запрещал вывозить в свое время капитал. Вот сейчас мы это начинаем понимать, насколько все это бьет по карману тех людей, которые поверили в западную демократию. Вот, соответственно, сейчас мы получим нулевой отток капитала по нашим направлениям. Вот увидите, я прям это вот сейчас вам могу абсолютно точно сказать, это будет 0. То есть все деньги, они будут крутиться здесь и размещаться. Вот увидишь. Вот, это раз. И второе, я что хочу заметить, я сегодня выйду в 21 час, выйдут итоги недели, мой дайджест еженедельный, который я делаю, обычно в 18, но вот теперь у нас сетка вещания поменялась, выйдет 21. Я там подробно про это рассказываю. Сейчас вкратце хочу сказать, что бизнес иностранный, который сейчас отсюда уходит, он тоже делает нам великолепную службу. Вот простой пример. Booking.com, да, ушел из России. Они вложили миллиарды рублей, на самом-то деле, миллионы долларов, десятки миллионов долларов в маркетинг, в развитие, в работу с гостиницами. Много направлений. Они приучили потребителя к этой услуге. И, вложив эти деньги, спокойно ушли и сказали: ребята, пользуйтесь. И сейчас российские компании, которые сумеют впрыгнуть на этот рынок, они мгновенно станут миллионерами. Мгновенно. При практически нулевых капиталовложениях. Это разве плохо? По-моему, это замечательно. Дальше. Очень интересный момент, который я хотел бы отметить. Visa и MasterCard, которые запрещают операции российским банкам за границей проводить через свои платежные системы. К чему это сейчас приведет? Россияне не смогут покупать
в импортных интернет-магазинах. Я прямо уже вижу, как сейчас руководство Алиэкспресса сидит, крестится локтем и говорит, как классно, что мы вскочили в российский рынок и физически присутствуем теперь здесь. Сейчас Озон, Али, ну там еще пара интернет-магазинов, они прямо вырастут в разы. Потому что то, о чем они просили давным-давно, ребята, ограничьте наших граждан в покупке за границей, нам помогли товарищи из-за границы. За границей нам помогли. Двояко, слушай, вот я тебе скажу, как человек, у нас вот веломастерская, и мы затариваем запчасти, в основном там даже Шиманы и так далее, но только из-за бугра. Ну нет, у нас в России не делают комплектующих для Значит, будут делать. Артем, Ну, значит, будут делать. Потому что мы всегда жили... объясню тебе, мы всегда жили по принципу, что за граница нам поможет, мы всегда нахер что-то делать, мы все это купим. Вот мы всегда жили именно по этому принципу. И ровно в тот момент, когда у нас заканчивался пармезан, тут же начинался пармезан российский. Плохой, невкусный поначалу, жрать невозможно. Да? Ну, кто в Италии? Я в Италии 8 долгих лет провел. Я знаю отлично, как это все работает. И я знаю, что молодые сыроварни в Италии тоже первые 5 лет делают плохой сыр. Это не потому, что у нас руки из задницы или технологии не те. У тебя сейчас был у Маши Бутиной в Кирове. И там итальянцы приехали из Италии на молочных продуктах, которые лучше, чем в Италии на вятских молочных продуктах делать сыры. И эти сыры феноменальные по вкусу. Они лучше итальянских. Лучше. Поверьте мне на слово. Кто не поверит, можете проверить. Они доступны, их можно покупать. Абсолютно спокойно и есть. Они лучше итальянских. А, их делают итальянцы. Б, они делаются из молочных продуктов, которые лучше, чем в Италии. И это благодаря тому, что у нас не стало итальянского пармезана. А если бы он был, хрен бы мы чего вырастили здесь. Вот уверяю тебя, покупали бы там. И тратили бы валюту, отправляли бы туда. Это бесспорно. И так будет с твоими деревяшками, уверяю. Я что-то бочинул, согласен, да, там у нас китайский рынок же еще есть, китайцы молодцы делают. Но надо делать свое внутри страны. Конечно, конечно. Конечно, прекрасно. И сейчас у нас уникальная возможность. Такой возможности может больше не быть никогда. Потому что мы сейчас увидим следующее. Горячая фаза закончится, все придет в норму, и эти все поползут обратно. Они придут, как ни в чем не бывало, и скажут: ребят, все, мы вернулись. И будут ждать, что мы с распростертыми объятиями их тут примем. А нам к тому моменту нужно сделать так, чтобы они нам тут были не нужны. И вот это будет самый большой удар. Это будет самая прекрасная контрсанкция. Было бы хорошо. Вот так. Ну, по поводу, допустим, того, что, слушай, я тут смотрел в очередной раз, у тебя, что ли, мем в сторис, я не знаю, кто ты, вот, и у кого-то я видел, что китайцы твердо заявили, что Гуччи и прочие с рынка России не уйдут. Китай будет нашивать спокойно на нас. Ну, это да, это да. Слушай, ну... Это да, и научимся. Во-первых, мы в Китае очень много что можем взять, во-вторых, свое можем очень много чего начать делать. Умеем мы все это делать. В конце концов, вот есть замечательная книга «Кристалл роста», которую Александр Сергеевич Галушко написал. Гениальная книга. Ребята, когда большевики оказались в тотальной мировой изоляции, не то, что сейчас. Сейчас это не изоляция, сейчас нас все на руках носят по сравнению с тем, что было тогда. И при этом строят страну. Да, тогда страна была в глубокой заднице. Тогда не было еще, это был период, когда только начиналась индустриализация. Да, что было сделано? Они просто начали покупать специалистов из-за границы. Ну окей, у тебя есть санкции на технологии, но у тебя нет санкций на людей. А люди, они продаются и покупаются. На Западе нету идеологически, практически нету людей, которые не поедут сюда по идеологической причине. Я не поеду, потому что там русские. Если русский заплатит ему, там, не знаю, условный $1 миллион, он соберется и, извините, волосы назад, полетит сюда делать свои дела. И пусть тут создает эти технологии. Вот и все. Ничего не надо придумывать. Все придумано до нас Иосифом Виссарионовичем Сталиным и его командой. И описано у Александра Сергеевича Галушки в книге. Это не проблема. Это все было. И сейчас уникальная возможность именно создать свое и сделать лучше всех опять. Мы технологиями модульного строительства, которые были сделаны как раз в те времена, это, представьте, из бетонных блоков собран завод. Завод собирается за неделю. Бетонные блоки лежат на складе.
Мы благодаря этому, можно сказать, эвакуацию провели заводов, потому что мы очень быстро могли строить. Так вот, был приглашен американский специалист, по-моему, американский, который нам это дело все здесь сделал, нарисовал, начертил, потому что у нас не было возможности закупать эти блоки за границей. Он сделал так, что мы научились их производить. До сих пор пользуемся. До сих пор мы строим предприятия из этих блоков. Окупилось это? Да, ему бешеные деньги заплатили тогда. Окупилось это? Да миллион раз. И будет окупаться еще 100 лет. Ну, в смысле, приносить пользу стране. Делайте так же. Алтай, вот, ребята пишут, Алтай, курорт, делайте, пожалуйста, Байкал, курорт, да, делайте. У меня любовь к нему вообще Владивосток, Петропавловск, горячие источники, приводите в порядок, инвестируйте бабки, делайте датированные перелеты, как в Италии на острова. Что мешает? В Италии островная авиация для жителей Италии делает бешеные скидки. Бешеные, безумные, по паспорту, по итальянскому. И острова забиты туристами. Там дорого, но зато дешево лететь для итальянцев. Они все там отдыхают. Делайте Владивосток. Блин, да вот это, Трофим, проблема, понимаешь, летать по стране дорого. Это раз, страна большая. Так я и говорю, делайте датируемые перелеты. Так вот ты же сам рассказывал, что вот билет, ты говорил, летел куда-то, ты на юг летал вот летом, куда? Я не помню. Ты говорил, что стоимость перелета самого для компании как такового, перевести тело человека вот из пункта А. Аэропортовый сбор ты имеешь в виду, дорогие? Да, да. Но это тоже решаемо. Понимаешь, когда аэропортовые сборы, их можно либо компенсировать, либо ограничить, либо там все что угодно. Да в конце концов, если не будут слушать, забрать аэропорты и сделать их государственными. Это небольшая проблема, небольшая. Просто должно быть желание. Все. Вот, я еще раз повторюсь, уникальная возможность и ситуация сейчас сложилась в России. Уникальная, такой может никогда не быть. Мы сейчас можем все взять в свои руки и построить государство мечты. Причем очень много для этого уже сделано. Мы уже можем жить автономно. Уже, в принципе, можем жить автономно. А теперь только надо добавлять к этому. Вот и все. Так, пару-тройку. Слушай, новость пришла, знаешь, какая хорошая? Вот она прям прилетела 5 минут назад. Так. Могу? Вот, смотри, в настоящее время военнослужащие Донецкой Народной Республики Вооруженных сил России удалось обеспечить безопасный выход в направлении поселка Новоазовска. Около 150 человек смогли вывести. Телеграм-канал сообщает Народная. И это очень хорошо, что людей выводят потихоньку, потому что я вот читаю, когда то, что ты сейчас зачитал в эфире, что обстреляли колонну, это в голове не укладывается. Ну, специально. Да, это дебилы, просто скоты. Просто настоящие фашисты. Настоящие фашисты. Давайте сейчас мы посмотрим видео. У нас появилось сейчас видео. Управление народной милиции ДНР продемонстрировало трофейное вооружение производства НАТО, захваченное на позициях вооруженных сил Украины на южном направлении. Мы увидим там НЛО, джавелины, боеприпасы болгарского производства там и прочие всякие разные. Мы сейчас фоном поставим, а я почитаю сообщения. Вот я, кстати, смотрю, у нас ведь вот насколько наше современное образование, вот мы сейчас видим это видео со всей этой расписной фигней, которую бросают отступающие нацисты на Украине. И я бы, знаете, что сказал? Вот я сейчас читаю зрителей, то, что пишут они. И очень многие говорят, что там типа Трофим сошел с ума, зачем это все нам надо. Понимаете, это плод современной пропаганды. Нам не нужно думать, зачем нам это надо. Если мы этим пользуемся на территории России, и у нас есть возможность взять производство в свои руки, почему нет? Почему нет? А потом, когда все это закончится, и сюда придут иностранные компании, просто сказать: ребят, вы санкции поддерживали, у вас НДС не 18, а 36. Хотите работать? Работайте, на здоровье, мы вам не мешаем, у нас открытый рынок, как говорят наши американские коллеги, на который хрен зайдешь. Но НДС у вас будет 36, потому что вы поддерживали санкции. Ну, 10 лет вот с таким НДСом поживите, потом посмотрим. Почему нет?
Так, Слушай, я так прикинул, если бы Иосиф Виссарионович в году это к 30-м сел бы и начал думать, а надо ли нам это делать? Не да, надо ли нам собственное производство модулей для постройки заводов, да, или там что-то еще? Трофим, железные дороги расширять, прокладывать надо ли? Да, они же лежат, ну, одна Да, колейка. лежат, есть, да, и фиг-то с ним. А то сейчас, понимаешь, все жалуются, логистика накрылась, да, все контейнерные перевозки, кроме одной компании, были западные, одна китайская, а своих нет. Да какого лешего нет своих контейнерных перевозок? Вот вам поляна освободилась. Вкладывайте свои миллиарды, триллионов, которые вкладывались в импортные всякие разные дела, вкладывайте в наши, делайте контейнерные перевозки, восстанавливайте флот. У нас Северный морской путь. Пожалуйста. Слушай, вот да, Россия же та страна, у которой очень сложно выйти к морю. У нас большие проблемы с этим. Да. И ни хрена не это самое. Ладно, едем еще дальше. У нас, значит, Тимофей Сергейцев к нам присоединится через 9 минут. Григорий отправил 500 рублей на книгу ребенку Петра. Но я думаю, что у ребенка Петра книг много. Но спасибо вам огромное. У Петра Алексеевича, там мое почтение. Да. Kitty and Kitties 200 рублей. Спасибо всем, кто делает изоленту. Благодаря вам проще переживать это сложное время. Пусть Бог хранит наших солдат и нашу самую прекрасную страну. Слушай, спасибо огромное. Всплакнули производители синей изоленты. Так. Григорий отправил 500 рублей на книгу ребенка. Это было. Да что ж баян-то. Так, что-то у меня сегодня с системой. Дмитрий Яковлев, 1 евро. Спасибо. Каждый евро, каждый доллар и каждый рубль у нас на счету. Спасибо большое. Баф 123, 1000 рублей на еду, я так понимаю, это на еду бездомным, отправим. Георгий Еремеев, 2000 рублей на помощь беженцам. Обязательно передадим. Спасибо вам большое, что поддерживаете и наш канал, и наши начинания, и наши благие дела. Мы сейчас, еще раз повторюсь, со следующей недели мы переходим на еще более длинное вещание. И, соответственно, наш канал станет еще более емким и более интересным для вас. Соответственно, вот так. И едем дальше. Что у нас по новостям? Сейчас я пробегусь быстренько. Да, вот прилетело, прям, смотри, 2 минуты назад ВСУ обстреляли широкую балку, поселок 6 минами. Здесь вот фотография, такая дыра в доме огромная. По направлению населенный пункт Троицкое, населенный пункт. Мы можем фотографию поставить. А я сейчас скину режиссерам. Да, отправь, пожалуйста, режиссерам, потому что, конечно, такие вещи надо смотреть и показывать. Это прямо, это надо видеть. Особенно вот после того, как у нас в эфире сейчас побывал человек, который занимается расследованиями этого всего. Конечно же, это надо на весь мир показывать. Так, что у нас еще? Аксенов заявил, что Киев ждал удобного момента для вторжения в Крым. Да, это сегодня очень активно везде обсуждалось. И похоже, что были найдены какие-то документы, которые подтверждают это. Потому что сегодня эта тема особо всплыла. Макрон отметил необходимость защиты ядерных объектов. Ну, кстати, на Украине наши их защищают. И, кстати, разрешают то, что я видел по Чернобыльской АЭС. Там работают специальные службы спецохраны украинской. Ее никто не трогает. Вот мы видим фотографию с дырой. Да, смотрите, размером почти с оконный проем. Это жесть, конечно. Это ужас. Представляете, каково людям там сейчас? 8 лет. 8 лет вот это творится. Этот беспредел. Так, да, ВСУ обстреляли широкую балку, войска ДНР захватили комплексы НЛО «Джавелин», это мы уже увидели и тут же показали все это дело. Это к вопросу о проигранной информационной войне. На самом деле все минута в минуту работают великолепно. Я вообще считаю, что сейчас перелом произошел, и мы пошли вперед с большим отрывом уже, ну, с определенным отрывом выигрываем. Войска ДНР ведут бои с ВСУ вокруг Мариуполя, сообщает нам Басурин. То есть все у нас операция идет своим чередом, все это дело работает. У тебя что с новостями, скажи, пожалуйста? Я смотрю, что Владимир Владимирович с Макроном говорил насчет как раз-таки ядерной обстановки на Украине, и он ему дал полную выкладку, а наш отчет о том, что в Запорожье атомная станция, вот сейчас новость пришла, она полностью, ее территория, вокруг прилегающая, все
В общем, все у нас в войсках под контролем. По данным Минобороны, в ночь на пятницу, тут у них, видишь, они хотели провокацию сделать. Вот, националисты устроили украинские. Что дает нам РИА? По данным Минобороны, в ночь на пятницу около атомной электростанции украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии, выполнявший патрулирование территории. Из окон учебного тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам открыли шквальный огонь из стрелкового оружия. В ответ огневые точки радикалов были подавлены. Как указали в оборонном ведомстве, диверсионная группа подожгла здание, когда покидала его. Пожарные ликвидировали возгорание. Сейчас АЭС работает штатно. Радиационный фон в норме, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Коношенков. Слушай, у нас сегодня в утреннем эфире спрашивал молодой человек, куда деть руки. Он видеограф, ему некуда свое творческое это пристроить. Я сейчас смотрел брифинг Минобороны. Вот кто писал, вы обратитесь, дайте резюме в Минобороны. Прикинь, как бы классно было, брифинг идет, картиночки, все выплывает, отлично было бы видно. У нас же сейчас молодое поколение, оно без картинок сложно прямую речь воспринимать. Это правда, да. И вот не хватает да. видеографии. Да, всего. согласен. Вот пишите, да, пишите в госструктуры. Сейчас очень нужны, я думаю, Они везде нужны, специалисты я думаю, хорошие. Почему нет? Я, знаешь, еще какую хотел бы тему завести сейчас. Нам продолжают тут присылать донаты. Сейчас видео ребята готовят, наши режиссеры. Можно выводить, как только будет готово. Я думаю, без звука можно давать. На Украине идет массовое бегство элит. Люди собирают пожитки и валят. То есть вот сейчас очень интересно. У нас элиты возвращаются сейчас. С деньгами пытаются, с имуществом, кто может, у кого не отобрали, да, не экспроприировали, как бы сказали. Вот. Видите, какие машины-то, да, в общем, такие, ну как, миллионов по 10, по 12, по 15 рублей каждая такая машина стоит. Соответственно, непростые люди, их вот полиция пытается остановить, как-то куда-то там это самое, валят массово. Почему? Ну, наверное, потому что не верят в свою правоту. Обычно, вот на мой взгляд, бывает так, что когда страна объединяется вокруг правильной идеи, никто никуда не бежит. Ну, то есть бегут крысы с корабля. Да, вот они сбежали, эти крысы. У нас тоже эти крысы сбежали, мы сегодня об этом говорили. А нормальные люди остаются и начинают за эту идею биться. И бьются до последней капли крови. Идея с борьбы с нацизмом и с национализмом вот этим вот ультрарадикальным, кровавым, да, как выясняется. Эта идея стоит того, чтобы вокруг нее сплотиться. Денацификация вот этого, да, это именно оно и есть, переводя на русский язык, это борьба с нацизмом. И вокруг этой борьбы нужно сплотиться. А у них наоборот. Они начинают, роняя вот эту субстанцию коричневую, вонючую, убегать из страны. И вывозить максимум, что можно. Вот что в багажник влезло, то везут. Да, там деньги, золото, какую-то хрень, прочее. Ну, вот что вот можно в руках, в сумках увезти. Потому что они понимают, что сейчас придут и с ними разберутся, потому что они часть этой нацистской системы. А еще очень интересно, где вот у этих всех людей живут и учатся дети. Ведь вот как бы что-то мне подсказывает, что если они вот так вот массово бегут, то дети-то у них не в стране остаются явно. Они уже давно вывезены, и они уже давно там, и там формируют элиты будущего. Формировали бы, если бы мы не вмешались. И представляешь, что стало бы через поколение с этой страной, которая и так-то уже не независима, и так-то уже нарушила все возможные законы с 2014 года, 2013, когда случился Майдан. Я сегодня как раз об этом в своем видео в Инстаграме, в пояснительной бригаде рассказывал подробно, с датами, там, со всеми пирогами. И вот единственный легитимный президент, по большому гамбургскому счету, спасен был нашей страной и находится в Ростове. А дальше это уже режим. Режим, который пришел к власти после военного переворота. Поэтому элиты и бегут с машинами к своим детям, которые проходили и проходят обучение, как управлять государством. Хотелось бы, чтобы граждане Украины, они, видя это, сделали для себя какие-то выводы. Потому что то, за что очень большое количество людей сейчас борется, еще отчаянно, вот этот вообще оголтелый нацистский режим, промытый, к сожалению, вот я от огромного количества людей отписался на Ютубе, было много ребят, велотуристов, там, ну я по велосипедной теме смотрел,
Они все повально, поголовно начали кричать, что вот Россия напала, русские вы вот такие, сякие и так далее. Хотелось бы, чтобы они видели поведение своих элит, своего руководства и хоть как-то немножко пришли в себя, наконец-то образумились. Хотелось бы, чтобы это научило их чему-то. Вот. И очень надеюсь, что со временем наши отношения наладятся, потому что это очень важно. Мне очень больно видеть, когда граждане очень близкой страны нам по духу, по языку, по культуре, вот всячески вот, на этих рельсах пропаганды просто-напросто к нам относятся очень нехорошо. Вот это, конечно, грустно. Я надеюсь, что вот этот исход элит, он научит их, покажет, за что. Но для меня это знак. Что Вот они я не за честно народ, скажу. а за деньги. Да, для меня это знак, что им это все, что понимаешь, как Украина уже не страна, вот в полном понимании, потому что у них нет сплоченности вокруг идеи, и самой идеи нет, насколько я понимаю. Так, мы Тимофея Сергейцева сейчас должны увидеть, но я почему-то картинки не вижу. Да, мы слышим, но не видим. Тимофей, картинки нет. Картинка есть. Отлично. Сейчас мы выведем на экран, вывели. Так, у нас, Тимофей, добрый вечер. Добрый вечер. У нас в гостях член Зиновьевского клуба медиагруппы «Россия сегодня», соавтор канала БТ, одного из лучших, кстати, каналов русского Телеграм. Честно скажу, очень много беру информации из этого канала. Тимофей Сергейцев. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот только что мы говорили про бегство элит из Украины, видео показывали. Колонны машин стоимостью там, от 10 миллионов рублей и больше, да, полиция, бегающая вокруг. К чему это, по вашему мнению? Ну, я так думаю, что понимание неизбежного конца, оно проникло уже и вот в этот средний слой, потому что обитатели бизнес-джетов улетели гораздо раньше. Они знали что-то большее, чем эти люди. Ну, а эти люди, несмотря на то, что у них дорогие машины, но, видимо, у них нет той дорогой информации, которой обладали владельцы бизнес-джетов. Да? Ну, вот так вот сословное общество у них и устроено. Вот. А сейчас они начинают физически ощущать как бы подъем температуры среды социальной, да, потому что никаких утешительных новостей нет. И то, что могло там сначала показаться, что вот как же русский блицкриг захлебнулся, ну, никто не планировал брать страну целую, ни один город за 24, 48 или 72 часа, об этом никогда речи не было. Это сложная операция, мероприятие, которое проводится по плану определенному. Вот. И поскольку оно достаточно далеко зашло по реализации этого плана, то нельзя не почувствовать, что впереди вот завершение этой плановой деятельности. А тогда уже не поздоровится. Пора осматриваться. По моим данным, и другое происходит. Эвакуируют оттуда специальные группы, которые занимаются, как это называется, экстракцией. Да? То есть они извлекают вот этих людей, помеченных как особо охраняемые персоны. Это не обязательно высокое начальство, но это персонал, в том числе некоторый персонал местный, там европейских структур. Вот люди сначала сидели в бункере в Киеве, у них есть там у европейских структур свои вот такие вот специальные помещения. Там кормят, там бассейн есть. Вот. Я серьезно совершенно, я просто рассказываю то, что я знаю. Вот. И сейчас вот их оттуда начали вывозить. То есть приехали специальные люди, которые, с ними эти блокпосты не дискутируют о том, можно или нельзя выехать. И они на автобусах по земле туда, на Львов, и дальше через Польшу уже кто куда. Вот. Это начало происходить, соответственно, дня 2 назад. Ну, а теперь уже и до этих дошло. Что машина-то это здорово, конечно, дорогая, только и что она даст? Она тебе твою жизнь не защитит. Вот. И бояться, я так думаю, ну чего? Я думаю, что страх стал синтетическим. И бояться и нашего прихода, и того, что происходит, там, я думаю, не только на улице. Вот это вот вся вооруженная, так называемая тероборона, не только тероборона, там уж брали оружие
все, кто хотели. Там и мстители будут народные. Не укроешься на земле. Да. Негде. Да, такая, похоже чем-то уже на панику. То есть это не системная какая-то вещь. Нет, это не системная. Вот про системную, то, что я знаю про системные мероприятия, я вот вам сказал. Да, это понятно. Вот это вот происходило в минувшие дни, и там, в общем, передовые группы уже выехали за пределы Украины. Угу. И еще, знаете что, вчера утром произошло же убийство Киреева. Да, это член группы, переговорной группы, тот самый единственный среди этих гопников, который был в костюме и в галстуке, как мы помним. Ну, приличный человек, да. Да, он на фотографии есть, он есть в списках награжденных Министерства обороны и особо почетный гражданин Украины. Сегодня Петр Алексеевич Лидов нашел его в списках Министерства обороны. То есть это не просто человек какой-то, который случайно оказался в переговорной группе в пиджаке и в галстуке. Сегодня он вчера был цинично, просто вот в тупую убит СБУшниками при выходе из автомобиля. Может быть, даже демонстративно. Может быть, демонстративно, да. А к чему это, по вашему мнению? Что это было? Что это за... Причем обозвали российским шпионом. Ни суда, ни следствия, ничего вообще. Ну, я думаю, что там бродит внутри все. Значит, что делать? Вопрос стоит. Вот. Что делать? Значит, и, как в любой все-таки достаточно большой социальной системе, там есть определенный спектр, состояний, да, квантовых, социальных. Одни тупо считают, что надо продолжать в том же духе. Вот, и что музыка все еще играет, надо продолжать танцевать. И что за граница нам поможет, а, соответственно, русские в конце концов нам же обещали, что они провалятся. Ну так они провалятся в какой-то момент. Люди более трезвые и более осведомленные, я думаю, что понимают, что дело уже не просто пахнет керосином, а все уже горит. Здание горит, в котором они находятся. И надо что-то решать. И думаю, не случайно этот человек, обладающий довольно обширными деловыми связями, значит, в том числе с людьми, которые отнюдь никогда не считали, что надо воевать с Россией. Да? То есть там таких достаточно много. В том числе, я имею в виду деловую элиту сейчас. Некоторые считали, что нет, надо, и вот это нам и принесет счастье и деньги. Но некоторые считали, что нет. Причем совершенно не обязательно те, кто там сделал, например, деньги на торговле с Россией или бизнесе с Россией. Там есть люди другие, которые с другими странами, с Китаем активно торговали. Еще с бог знает каких времен, 90-х годов. И они не считают, что... то есть далеко не все считают, что надо было так поступать. То есть это явно человек, вовлеченный в перекрестие разных политических и деловых связей. Поэтому, видимо, не случайно он оказался среди переговорщиков, поскольку ему есть, видимо, было кому доносить информацию и от кого воспринимать какие-то посылы, по которых можно сказать, что они хоть чему-то соответствуют, да, что там за ними стоит определенная субъектность. Потому что сейчас говорить о целостной субъектности Украины-то не приходится. Мы же вот с кем мы ведем переговоры? С разными группами, да, потому что целостного управления страной-то нету. Давным-давно, в общем, его нету, а сейчас-то тем более это выяснилось. Значит, и, видимо, он занимал, скажем так, какую-то очень умеренную позицию, скажем. Думаю, что компромиссную, что надо идти на договоренность с Москвой, а учитывая, что наша договоренность, она очень определенная, да, мы не обсуждаем то, что мы остановим вот эту операцию, или если говорить более ранними терминами, что там обещали мы, когда предлагали все-таки дать нам гарантии, что если не будут даны гарантии, то будет что? Мероприятия военного и военно-технического характера. Они сейчас проводятся, эти мероприятия. Понятно, что их уже никто не остановит. Они дойдут до того... Но дальше что-то будет обязательно. Страна остается, и надо договариваться о мире после всего этого. И вот я думаю, что он слишком далеко зашел в этот мир, в том смысле, что он вообще начал об этом говорить и передавать, так сказать, эти идеи, и обсуждать их. И крайние радикалы, они, конечно, решили, что нет, нам такой переговорщик не нужен, потому что крайним нужны только одни переговорщики, которые будут валять дурака и затягивать время. В надежде, что это мы как-то, притормозит наше продвижение. Хоть чуть-чуть.
Конечно, Вот. конечно. Этот, видимо, действительно начал обсуждать какие-то предметы. Ну да, потому что Возможно, после войны это же надо бизнес-то делать. После войны-то надо бизнес делать. И что делать-то надо? Нет, Либо жизнь будут... должна продолжаться после Да, войны. либо будем конечно. мы, либо не будем не мы, понимает Вот. каждый Ну и вот все. бизнесмен на Украине. Видимо, он действительно начал нащупывать какой-то предмет действительно переговоров, и за это его, конечно же, убили. Потому что, Артем. да, выглядит абсолютно неприкрыто. Да, я и хотел, вот, собственно, сказать, что, ну, да, единственный человек, который, во-первых, даже визуально, он прилично, как правильно сказали, выглядел, во-вторых, его вот буквально после переговоров убирают на следующий день. То есть, как бы это, то есть они вообще ничего не боятся, то есть даже вот таких крайних решений. А чего им сейчас бояться? Они, кроме русской армии, по-моему, сейчас ничего не боятся. В принципе, ничего не боятся. Так, ну, извините, придет русская армия, за ней, возможно, и Следственный комитет. Нет. Это все не про то. Сегодняшнее выступление Бориса Джонсона, я думаю, оно не добавило оптимизма украинским элитам, да и в принципе этой хунте, которая там сейчас у руля. Почему Борис сменил курс и так резко? Или это не резко, по вашему мнению? Или не сменил? Что вообще? Что происходит? Они все, как говорится, есть такое украинское словечко, в роспачи находятся. Вот это так перевести мне сложно, понимаете? Ну, мы поняли. Но в раздрае в раздрае неопределенности, да? Внутренние противоречия. Хрен знает, что внутренние противоречия. Да, вот великая диалектика, которую нас учили еще в школе. Значит, точно. Вот борьба противоречий, да, она там происходит. Значит, потому что вся эта свора, предводительствуемая, кстати, во многом Англией, ну, либо Великобританией. Правильно, кстати, ее Соединенным Королевством называть. Все-таки они еще пока Соединенное Королевство. Великобритания, это они без Северной Ирландии будут. Значит, вот они первыми, значит, гавкали там на слона, тявкали, поскакали. А дальше поскакала вся свора, думая, что сейчас они нас напугают. Пугают. Вот виза не будет работать. Значит, эти дорогие машины уходят с нашего рынка. Ну, я не знаю. Там много для нас такого, ну, не то что болезненного, но неприятного. Нам придется адаптироваться. Всего лишь. Мы же знали, что это все будет. Вот. Я думаю, что расчет был на одно, что сейчас вот мы покажем всю глубину ада экономического, который разверзается у вас, русские, под ногами. А у нас ни хрена не разверзается под ногами. Ну, не разверзается. Вот, в лучшем случае лежит московская плитка там под ногами. Которая чуть-чуть разверзается. Но она не разверзается. Она чуть-чуть отошла только там кое-где. За счет льда у нас есть так зимой. Ну, ее подровняют, все будет нормально. Она не разверзается у нас. Значит, нет этих провалов. Еще пламя мы там не видим, в котором должны сгореть. А что еще? А у них теперь вопрос. Ну, они же себе по своим-то гениталиям тоже резанули так, что мама дорогая. Вот. Значит, это же обоюдно. Обоюдоостро. Да. А толку никакого. Вот там, по-моему, если поправьте меня, по-моему, Макрон, что там вчера или когда он там что-то такое говорил, или ну кто-то из верхушки. Макрон говорил, Макрон сейчас много говорит. А не надо торопить того. А месье, так сказать, из этого самого нашего французского бизнеса, а вы пока не торопитесь там особенно. Вы не торопитесь. Макрон, вот. Да, Макрон. Макрон, ну вот. А Борис Джонсон вдруг понял, что уж неизвестно, что там будет, но он может оказаться позади Макрона. Да, и вот еще так интересно. Вот так всего лишь на тараканьих бегах. Вот, что там будет с большими дядями, с большими, настоящими дядями. Это, конечно, хрен его знает. А может, это если не их ума дело, понимаете? Они же, в этом смысле, они выбыли с игры-то, которая, ну, хотя бы даже происходила, так сказать, во Вторую мировую войну. Там, ну, все-таки Черчилль кое-что значил. Вот, и все его решения и так далее. А сейчас-то чего? Ну, скажет, ну, Джонсон это сделает или другое. Но он на Черчилля не тянет. Не в том смысле, что лично. А вся эта система, она выродилась, она не имеет этого веса. Она в лучшем случае тоже выступает в качестве какой-то вот такой собаки, которую охотник, значит, может там направить в болото, но вдруг окажется, что это не та собака, она, значит, не той породы, не для того предназначена.
Она в болото не может. Она бы по полю, может быть, и бы скакала бы за лисичкой. А за уточкой в топе не может, утонет, плавать не может. Да, понимаете? Кстати, да. Вот они сейчас все в этом положении. Они рыпнулись. И что? Ну что дальше-то? А что еще можно сделать? Ну можно вот попробовать у нас нефть не покупать. Ну попробуйте. Попробуйте. Если вы этого еще не пробовали, попробуйте и это. Это, как говорится, знаешь, одно дело теория, да, а мы вступили в практический период. Началась практика геополитики. Практика. И мы сейчас увидим, какие теории вообще там на что годятся. И у кого они вообще даже и были-то, потому что у меня есть большое подозрение, что у них-то теории-то как раз не было, теории текущего момента. Понимаете, они все это, такое ощущение, что они по-прежнему рассчитывали, что русские это вот те самые русские, которые в 90-е годы и там в 89-91 году сами решили, что у них ничего не получается, вот, и плюнули на все. Вот. Хотя это надо понимать, что на самом деле это было совсем не так. Да, но у них картинка вот сложилась вот такая. Что и нами можно там, припугнуть, сказать к ноге там, вот. Еще они почему-то думали, что они установили у нас элитократию, необходимую для управления нами. То все, значит, вот эти наши богатые, они у нас все руководят политикой, ну, как совокупности, да, то есть, когда надо, выборы проводят, когда надо, значит, какое начальство, куда надо, расставляют, говорят, что делать. И если их так чуть-чуть прижать, ну, так они тут же все решают вопросы. Ну, вот их они поприжимали, и выяснилось, что это приводит только к тому, что, те, кто так, в принципе, самоопределялся, они вынуждены от нас как-то уехать, забыть про то, что они вообще тут были поставлены нами руководить. Вот, а оставшиеся, они как-то не прижимаются. Вот, не прижимаются. Путина все избирают. Единую Россию все избирают. И понимаешь, как вот, как-то и не помогает. Не помогает. Ну, а тут вот уже началась военная операция, которая, кстати, предупреждали, что она будет. Они же не поверили. Кто? Вот эти, про которых я сейчас говорю, собачки, они не поверили. Европейцы. Да, американцы более или менее понимали, что разборка будет. Вот тут у меня как раз есть предположение, не знаю, подтвердите вы его или опровергните. Мне кажется, что внутри НАТО, вернее внутри Европы сейчас тоже идут ожесточенные переговоры собственные, потому что что-то мне подсказывает, что они не верят в то, что американцы впишутся, если Россия пойдет дальше. Ну вот Жириновский 17 января сегодня пересматривал у Владимира Рудольфовича в воскресном выпуске, говорил, что, ребят, не остановится та армия, он тогда абстрактно говорил, та армия, которая выйдет и чьи танки уже заведены, она не остановится на границах Украины, она пойдет дальше. И вот сейчас сидят европейские элиты и думают, ну окей, пошли они дальше, что нам делать? Американцы собрали чемоданы и уехали. И что мы делаем дальше? Может такое? Я думаю, что есть. Вот я же говорю, в роспаче находятся. Вот они как бы, у них возникла ситуация. Потому что они же думали, в отличие, так сказать, надеялись, я не знаю, думали. Это я просто знаю по контактам, по ощущениям. Боже мой, случилось страшное. Путин пошел. А ведь он не должен был. Его же должен был дедушка Байден повязать. Мы же все делали, что дедушка Байден нам говорил. Мы же сказали все нужные слова. Они же еще, понимаете, во что верят? В магию заклинаний, вот этого, эпохи пиара, да, такого, и политтехнологий. Что слова вот эти правят миром. Выяснилось, что слова ни хрена миром не правят. Вот. Значит, и будет совсем не то, что им обещали. О, ужас! Отсюда эта паника. Понимаешь, это как бы не совсем санкции. Это напоминает мне ссору, так сказать, на обеде, когда вдруг раз, и кто-то кому-то плеснул в лицо там. Эти вскочили, и понеслась. Скатерть сдернули. Ну, это же не... Понимаешь, как? Не говоря уже о том, что санкции это вообще не санкции, а рестрикции и репрессалии, так они называются-то, вообще говоря. Да. Потому что санкция, она в правовой системе находится, а не в силовой. Вот. Ну, это уже ладно, бог с ним, так сказать. Латынь подзабыли вот сейчас основательно. Поэтому из 3 слов только одну помню. Ну, ничего, ладно.
Зато мы помним, что по латыни что означает. Значит, вот они, и Путин пошел, боже мой, какой ужас. Оказывается, значит, полный переворот в представлениях. Так это значит все правда. А что правда-то? Правда-то, что будем мы люлей выписывать. Вот это, оказывается, правда. Вот это правда, оказывается, что люли-то будут, оказывается. Значит, сейчас они вот там суетятся, какие-то эти пытаются подкладывать дровишки в костер, чуть-чуть там с краю, да. А мы вам дадим самолеты, ну или не дадим, пока нет самолетов. Ну вот сейчас будут, дадим. Тут вот мы вам аэродром предоставим, тут это. Им же сейчас уже сказали сегодня, что, ребят, ну, времена этих, ну, как сказать, маскарада, они прошли, да. Маска, я вас знаю. Значит, если вы даете аэродром, значит, ну, да, извиняюсь. Значит, будет, да, с этим аэродромом что-то случится, то, что и должно с ним случиться. Просим не обижаться, потому что вы становитесь участником военных действий. Значит, с самолетами, летчиками, конвоями и всем прочим, что вы там собираетесь организовать, будет то же самое. Подумайте 10 раз. И понимаешь, как, если они действительно полезут в это дело, ну, так действительно может не остановиться армия. И вот я более чем убежден, что 5-я вот эта статья там НАТО, а ее же никто не проверял, как она работает. А как она Никогда. работает? А кто будет за что отвечать? А вот там мы будем проводить не военно-технические меры и мероприятия. И в этом смысле не военную операцию мы будем проводить. Если с ними придется воевать, значит, будет война. Значит, это будет совсем все по-другому. Значит, будем равнять города с уровнем моря приблизительно, вот так вот. Даже там, где его нет. Значит, может, это получается поглубже, там воронки образуются, чтобы добраться до этой отметки. Значит, еще что-то, инфраструктура. Ну, короче, война – это война. Это то, что мы сейчас, чем мы занимаемся, это не война. Это не война. Это спецоперация. Это спецоперация. Да. Это спецоперация. А там может начаться реально война. Ну, и мы там и будем ее вести по законам войны. А закон войны заключается в том, что враг должен быть уничтожен. А потом мы уже будем обо всем выяснять, да? Вот. И как у Лермонтова сказано, тогда, да, считать мы стали рано, товарищи считать. Это когда все закончится. А да. В процессе мы не будем считать. И уж тем более не будем жалеть. Особенно чужие. Чужие совсем не будем. Совсем не будем. Вот. И поскольку это перспектива, а я думаю, что они еще одну вещь начали ощущать. Я уж не знаю, понимать там или нет, но какое-то животное ощущение у них должно было появиться. Так а американцам вот этого и нужно. Вот этого им нужно. Никакое НАТО, так сказать, им больше не нужно Америке. И Америке нужно повторение истории, значит, вот 39-45 года. Вот что нужно Америке. Потому что она же на этом поднялась, на свой пьедестал-то. Обогатилась, оккупировала Европу и правила там, насколько могла. Да, совершенно верно. И вот это им и нужно. Так а как же они, зачем же им защищать европейцев, когда им надо их сдать туда, в этот огонь? Понятно, что оружия у европейцев больше, чем у Украины. Больше. Всего у них больше. И денег больше. И денег больше. Но и мы предпримем другие шаги тогда. Очень разрушительные. Крайне неприятные. И действительно, тогда вот эта вся европейская, значит, балалайка, она играть перестанет. Струны порвутся. Порвутся струны. Да, это уже давно не скрипка, Страдивари, понимаете? Это уже сейчас, даже хороший инструмент, но народный такой, знаете, не более того. Но вот все-таки на нем Паганини не исполнишь. Да. Сейчас я... Чуть у нас, да. Это входящий звонок там. Да, это... В наше время это регулярно. Да, вторгается, да, я уже отклонил. Вторгается. Вот. Да, продолжаем. Поэтому... Да что ж такое? Настойчивый. Востребован у нас Тимофей Николаевич. Ну, есть момент, да.
Вот. Вот, Поэтому, что же, конечно, они теперь вообще должны себе ответить на вопрос. Должны. Но это уже, так сказать, вопрос мыслительный. Вопрос, если у них теория этого поведения своего. А что такое НАТО? Какова его сущность? Зачем оно создавалось? Ну, на самом деле. Не о том, что написано в этих самых разных пропагандистских текстах, которые, кстати, обладают ведь всегда отдачей, как любое оружие, да? Значит, они же влияют на того, кто их распространяет. Влияют. Если долго рассказывать, что вот НАТО это вот оборонительный союз, так они могут и правда в это поверить. Ой-ой-ой, а вот ситуация, когда надо оборонить. При этом волну за волной распространяя. Да, тут очень еще интересный такой момент, у нас, к сожалению, не так много времени осталось. Интересный такой момент, а сумеют ли они договориться внутри себя? То есть мы очень сильно переживали еще год назад, мы, по-моему, вот в Коктебеле, когда были, обсуждали как раз этот момент, а сможем ли мы договориться с Белоруссией, а сможем ли мы договориться с Казахстаном, если не дай бог что. И смогли, взяли... Ну, прошла проверка. Прошла внезапная проверка нашей боеготовности на предмет соглашений и договоренностей. Совершенно верно. Что происходит в Европе. Мы действуем даже более чем просто по каким-то договоренностям. Мы действуем в некотором духе единства. Но это же единство же отмечалось и в российско-китайских отношениях. Да? Ну, есть человеческое общежитие знает такие формы единства, которые выше договора. Но на самом деле их очень много. На самом деле государство выше договора. Несмотря на то, что были попытки его представить как договор. Но это не договор. Пардон, брак мужчины и женщины не является договором. Он выше. Это одна из форм единства. Вот. И то же самое имеет место и в политике, потому что, например, есть единство между нами и Сербией. Но оно вот есть. Вот куда это можно деть? Вот никуда не денешь. Договора может не быть, а единство есть. И здесь выяснилось то же самое. Вот. А у них нет единства, у них действительно система договоренностей. Это правильно, вы отвечаете, что... И поэтому у них есть проблема все время договариваться, передоговариваться. Потому что нет ничего более непостоянного в этом мире, чем договоренность. Ну, вот если, так сказать, вправо-то заглянуть, которые они, так сказать, 2000 лет учат, все никак не выучат, между прочим. Вот. А пользоваться им они тем более не умеют. Значит, договорное право – это самый страшный раздел права. Ну, самый страшный, потому что это конструкция, которая все время, она все время меняется. Пойди проверь. Все там условия выполнены, не все. Вот. Это очень тяжело, потому что в такой ситуации надо иметь единство, чтобы не надо было договариваться, чтобы и так все было ясно. Договариваться потом о каких-то деталях, о дополнительных сценариях, о распределении прибыли и убытков. Но это все вторично. А когда решаются экзистенциальные вопросы, то единство должно быть не договорного типа. Ну, точнее, должно быть единство, а не договор, потому что договор этого не выдерживает. Не выдерживает. Согласен. К сожалению. У всех оказывается своя. У всех выясняется, что если пошла такая, так сказать, уже история, что вопрос жизни и смерти стоит, так у всех свои интересы. А главное, своя жизнь и своя смерть у каждого. И их по договору не объединишь. Бабло можно по договору объединить, и то каждый раз, когда его объединяют, потом начинают ссориться и делить, и выяснять, кто кому, значит, там недоплатил или переплатил. Но в бизнесе это нормальный процесс. А в политике это все гораздо сложнее. В политике, да, не лезет это ни в какие рамки. Тимофей, спасибо огромное. К сожалению, у нас время сейчас уже заканчивается. Очень всегда приятно поговорить. Вот взаимно. Слушал. С вашего позволения, будет свободное время, будем вас звать, потому что мы теперь длинно вещаем, целый день практически. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. До новых встреч. Спасибо большое. Увидимся. Хороших выходных. Так, ну что, я предлагаю зачитать. Ты посмотри новости. Давай новости, у меня куча сообщений, и предлагаю заканчивать нам. Ты их структурировали, у тебя готово? У меня все готово.
Все, ну тогда комментарий, а там уж воткнем и новость. Давай. Крузенштейн, капитан, 200 рублей. Это провокация, когда Борис Джонсон выступает с заявлением о том, что НАТО не испытывают враждебности к России, якобы показывая тем самым свое непредвзятое отношение к российской власти. Да, по-моему, вообще вся их жизнь это одна большая провокация. Да, Кирилл отправил 20 евро. Зеленский, хотим мира с Россией. Детские нацистские лагеря на Украине после первых 10 секунд. Все уже понятно, да. Так, Алексей, 100 рублей. Здравствуйте, пришло ли время для национализации Банка РФ? Вы знаете, я думаю, что ни я, ни Артем не являются специалистами по национализации банков РФ, поэтому воздержимся. Мы только можем хотелки какие-то, но они ни о чем. Я даже не знаю, что мы хотим, но уж явно не сейчас мы будем какие-то резкие движения предпринимать. Григорий отправил 100 рублей опять на новую книгу. Да что ж такое-то, все книги отправляют. Спасибо большое. Да, я, кстати, сейчас вот про новую книгу я с ужасом сейчас понял, ну не с ужасом, а с удовольствием. У меня сейчас лежит, вот пришло где-то в районе 23 томов разных книг, которые мне надо успеть прочитать в этом году абсолютно точно. И ни одной художественной книги. Я, кстати, так, понял, что года 4, наверное, я за 4 года не читал художественной литературы вообще. Слушай, если выйдем еще раз вместе в эфир, я тебе покажу, знаешь, что мне пришло? Баира книга «Железный дождь над Ленинградом», про которую рассказывали. Она размера вот такущего, огромного просто. Там такой труд, понимаешь, меня не так легко растрогать, на чувства вывести. Я эмоциональный такой человек, я могу завестись, но чтобы прям до слез меня тронуть. И я, представляешь, я листаю эту книгу, я вижу, какой труд проделан, фотографии, вот это все. Да, это гигантская работа. Я знаю эту книгу. Я листаю, и у меня, понимаешь, у меня слезы навернулись от того, что есть, вот Баир вот сделал вот просто действительно стереографический памятник в книге. Вот это просто да, это очень. А я сейчас похвастаюсь тебе, я читаю книгу, которую очень многие философы 19, 20, 18, 19, 20 века считают главной книгой человечества. И называется она «Зоар». Это сложнейшая книга, которую практически каждую строчку нужно разбирать. Даже каждое слово нужно разбирать. То есть не почитаешь. Более сложной книги я в руках не держал. То есть я Гегеля, когда читал, я помню, что каждое слово понимаю, а предложение целиком ни хрена. Слушай, у тебя так же, да, был? Я думал, да, абсолютно. Гегель самая сложная, до Зоара, Гегель самая сложная книга, которую я держал в своих руках. Но Зоар дается прямо, но она настолько интересная, когда ты начинаешь понимать смысл, у тебя прямо огонь вообще в голове вспыхивает. Это действительно... Знаешь, что меня подивило? Чуть извините, дорогие зрители, за офф-топ, да, но меня потрясло, да, когда я читал подводку к этой книге, а к этой книге подводят где-то около 60 книг разных, написанные философами 18-19, начала 20 веков. Книга написана на арамейском. Меня удивило, что философы тех времен свободно читали на арамейском, на латыни, многие на старославянском и на древнегреческом. И уровень гуманитарного образования тех времен, он был настолько выше нынешнего, просто настолько выше, что мы даже не видим потолка образования тех лет. И именно, на мой взгляд, именно это стало залогом того, что в 20 веке наука выстрелила вот так, как она выстрелила. Потому что база была заложена в людей неимоверная в те годы. Сейчас такой базы нет. Близко нет. Сейчас нам кажется, что если есть математика, программирование там и все прочее, и с физикой, то мы решим все вопросы. Нет. Очень слушаю, гуманитарный провал, он нам скажется на дистанции в 100-150 лет так, что он уже сказывает. Хрен соберем потом. Причем это касается не России. В России он еще более или менее. А за границей, вот, от татаров до монгол, и что там, Воронеж с этим самым, с Ростовом. Вот. Так, дальше сообщение, извините, да. Алексей отправил 100 рублей, серьезно, небольшая. 20 лет билет из Якутска в Москву стоит
от 30 до 70 тысяч в одну сторону. Ну, я и говорил, да, дорого. И датируются перевозки, а ценник не меняется, правительство об этом знает, и что делалось? Ну, я сказал, что это проблема, что это реально надо решать этот вопрос. То есть у нас тут как раз нету шапкозакидательского никакого настроения. Это вопрос надо решать, чтобы люди начали путешествовать по России Просто и развивать чтобы российский... государство работать начало. В регионе, конечно, надо штрафовать, надо, если тебя датируют, ты деньги эти скоммуниздил, грубо говоря, ну, получи там 5 лет тюрьмы. Да, ты же на самом деле очень прозрачно, извини меня, тебе государство дает дотации, а у тебя авиакомпания выставляет... А у тебя цена не меняется, 40 да. тысяч, да. И как бы, дружок, а где это, как это так? Вот нет, не можешь объяснить, вот уютная бутылочка правосудия, присаживайся. Да, совершенно. Так, далее едем. Петр Лютый отправил 234 рубля. Трофим, о каком развитии может идти речь, если собственники уже начали сокращать зарплаты и сворачивать бизнес им в рот, а не развитие? Вы знаете, я вот в одном из своих тоже рассказов про эти пояснительных бригады, которые у меня в Инстаграме, я сказал, ребят, частный бизнес в том виде, когда там сократить 5 человек или там 20 человек, и закрыть склад там, или лавку, перепродающую импортный товар, покупающий его в Китае, продающий в России, или там, не знаю, покупающий в Италии, продающий в России, все что угодно, это не бизнес. Это развлечение собственника этого предприятия, чтобы отвезти свою жопу на Мальдивы. Бизнес – это Уралвагонзавод. Бизнес – это Балтийский завод или Адмиралтейские верфи. Или Ижорские заводы. Вот это бизнес. То, что делает обороноспособность страны, то, что создает, не знаю, там, эскалаторы, метро, да, метростроительные какие-то станки, там, не знаю, череповезки металлургические. Вот это бизнес. И там никто никого не сокращает. И там у слесарей зарплаты по 100, по 150 тысяч, если у тебя хороший разряд. Просто надо пойти, выучиться и найти табличку «требуется». А требуется там постоянно, потому что в Балтийском заводе, я не знаю, сколько сейчас, но в советские времена, когда у меня мама там работала на руководящих должностях, там было 18 тысяч сотрудников. 18 тысяч. Вот это бизнес, ребята. А то, что там вот это вот какой-то развлекун уволил 10, да, это плохо. Да, это для кого-то трагедия, кто-то лишился работы. Но это не бизнес. И государство это поддерживать не должно. Потому что когда эти люди свои жопы возят на Мальдивы, они государству не говорят, вот тебе 30% от стоимости моей поездки на Мальдивы. Отложи это в резервный фонд или куда-нибудь, потом, когда мне будет плохо, ты мне эти деньги отдашь, а пока ты их покрути в интересах государства. Нет, не было такого, не было. Почему государство должно помогать вот этому вот малому и среднему бизнесу, который работает ради своего удовольствия? Я этого не понимаю. Ты сегодня вспоминал Кристалл Роста, но вот при Иосифе Виссарионовиче было все очень правильно построено. Все крупные отрасли промышленности, они были государственные. Транспорт, все было, нефтедобыча, ресурсы, все с ресурсами производства было государственное. А маленькие, извините меня, ну, условно, трусы, носки для людей, это артели. Зачем государству, большой машине заморачиваться насчет трусов, башмаков и так далее? Да. И надежность для этого малого, для этих маленьких артелей как раз-таки не дотации государства и так далее, а госзаказ. Самый надежный партнер государства приходит к тебе и говорит, мне надо на страну 100 тысяч трусов, ну, условно. И вот тебе, пожалуйста, заказ, давай делай, оплачивается и погнали. Вот и все, и вот оно как должно решаться. Да. А вот совершенно если рассказывать про эффективных собственников, которые, знаешь, там в свое время поприватизировали много чего, завод разграбили, попилили на металлолом, а потом ТЦшечку там построили, которые горят, как зимние вишни. Вот это ваш бизнес. Это не бизнес, это вредительство внутри страны. Зачем такому дотации давать? Совершенно верно. А сейчас первыми взвыли те, кто говорит, ой, мы закупались за границей. Так делайте здесь. Ёкарный бабай. Вам открылось окно возможностей размером просто со всю стену. Берите и делайте. Бабла немерено было. Сейчас были достаточно тучные годы. Последнее время. И государство сейчас поможет. Хорошо, знаешь, если бы малому еще помогали много, потому что я вот говорю с людьми, не всегда все сладко, далеко. Хотя люди производством занимаются. Малым производством занимаются. К сожалению, здесь есть проблема в том, что государство немного не досматривает. Но я надеюсь, что сейчас вот это был тот триггер, который дал вот этот вот прям не то, что уже показал, а закричали, что вашу мать, образумьтесь.
Делайте внутри страны, не надо никуда смотреть, ни на кого надеяться, никто вам не поможет. Делайте все внутри страны. Вот я надеюсь, что сдвинет что-то с этой точки. Да. Очень хотел. Отлично. Так, едем дальше. Так, это я ответил. Некий Матвей отправляет 200 рублей. Добрый вечер. Очень интересует тема развития производства в РФ. Как раз об этом сейчас и говорили. В частности, вычислительной техники. Не могли бы вы пригласить кого-то, кто хорошо в этом разбирается? Вот буквально, наверное, не на той неделе у нас была дискуссия между Германом Клименко и Ильдаром Муртазиным на нашем канале. Вот уж лучше их, наверное, в нашей стране, только Игорь Ашманов, наверное, еще на этом уровне разбирается. И я думаю, что Игорь Ашманов с Масаловичем или с кем-нибудь тоже будет у нас. Было бы интересно, знаешь, кого-нибудь из Эльбруса послушать, кто занимается. Мы можем, да, я думаю, мы организуем. Просто, ребят, сейчас надо понимать, что сейчас повестка чуть другая. Как только вот подуспокоится повестка, мы займемся сразу всем этим. Так, Тимофей Королев, 300 рублей. Позовите, пожалуйста, отца Андрея Ткачева. Батюшка в свое время служил во Львове, сейчас служит в Москве, было бы очень интересно. Мы Дмитрия Юрьевича Захарова, я думаю, может, он нас смотрит сейчас каким-нибудь одним глазом. Да, Ткачева я бы с удовольствием послушал сам, потому что... Я видел комментарий, я передам Дим Юрьевичу, если что. Да, спасибо большое. Алексей Подлевский, 1000 рублей. Молча, спасибо. Потих под набух, господи, 100 рублей, спасибо, просто так, молча, не молча, пардоньте, Блинкин дал НАТО зеленый свет на поставку истребителей, взлетать они могут из Польши, Румынии и других стран НАТО, тогда это World War III, да, пишут по-английски. Знаете, только что это обсудили, во-первых, на это нужны деньги, у Украины денег нет. Это раз. Если НАТО начнет само взлетать, первый же их взлет станет последним. Там не останется ни одного аэродрома, извините, ни одного самолета. Потому что наши системы... Слушай, уже тогда у нас будут руки развязаны. Да, во-первых, у нас будут руки развязаны. Во-вторых, мы же видели, что 2000 сейчас 100 практически военных объектов уничтожено. Просто вот тик в тик. Попал, нету. Выстрел, попадание, выстрел, попадание, выстрел, попадание. Я думаю, что Европа сейчас очень хорошо увидела, что с ней будет, если не дай бог что. Просто сейчас у наших военных задача-то какая? Военный объект уничтожить и как можно больше мирного населения спасти. А извините, если НАТО начнет в нашу сторону взлетать, да? Это уже совершенно другой разговор. Мы только что вот с Тимофеем об этом говорили. Вот только что. Алексей Подлевский 100 рублей просто так еще. Алексей Подлевский 200 рублей. На добро и за Донбасс. Мне плевать на хамон и пармезан. Но что будем делать с фармой? У жены болезнь Аддисона. Препараты выпускаются в США и Польше. Без них, дай бог, 3 месяца протянет, аналогов нет. Да, у нас были врачи в эфире, и будут еще, и говорили мы об этом, и будем говорить. Препараты в большинстве случаев, как нам сказали врачи, уже самодостаточны по препаратам, но понятно, что есть экзотические заболевания. Говорила, что есть какие-то точечные. Да, есть экзотические заболевания, но без этого никак. Да, я знаю и заболевания, которые лечит один врач в мире. Может попробовать вылечить. Один врач в мире, его не клонируешь. Понятно. И это просто так получилось. Точно так же и с препаратами. Будут закрывать эти вещи. Надо просто писать заявки через врачей, обращаться. Будут закрывать. И я не думаю, что западные страны пойдут на то, чтобы целенаправленно лишать нас каких-то препаратов, без которых человек не может именно жить. То есть вот это вот важный момент, да, там, какую-нибудь, не знаю, аскорбинку какую-нибудь, они или там рыбий жир перестанут нам поставлять, например. Так, едем дальше. Иван Краснощеков стал начинающим изолятором. Спасибо, что спонсируете наш канал, и каждый из вас может поддержать. Монетизации теперь нету. Поэтому, если есть такая возможность и желание, то поддерживайте нас. Нам приятно. Слушайте, Кир пишет, Кир 3D, бесплатно, извини, поговорите про дженерики. Был целый выпуск, к нам приходил специалист. Был целый выпуск про дженерики. Батаман, Елена, доктор Лена в Инстаграме, зайдите, очень... Да, она онколог, она очень известная онколог, и она сказала, что, ребят, не надо бояться слова дженерики, это краткий пересказ. По большинству препаратов у нас все нормально.
Так, The Rixi, 1000 рублей. Уважаемая Изолента, вы называете уезжающих за рубеж предателями. Я работаю в крупной IT-компании и из-за санкций вынужден временно релоцироваться в страну СНГ, чтобы сохранить работу, и таких уезжающих много. Являюсь ли я предателем в вашей риторике? Вы знаете, я не считаю, что кто-то там предатель или что-то, да, это не моя риторика. Мне кажется, что если выбор между государством и работой ложится в сторону работы, ну, кто-то какие-то выводы сделает. Нет, Я, погодите, естественно... здесь же предатель в каком? Вы против России? Вы против русского народа? Вам стыдно, что вы русский? Если нет, то как бы... Ну, если нет, то не работаете предатель. в другой компании. Совершенно верно. Совершенно верно. Просто если действительно дойдет до какого-то горячего конфликта с Европой, где каждый из нас будет принимать сложные решения, не дай бог, еще раз, вот вам крест, не дай бог, нет у меня даже мыслей таких, но тем не менее, и где каждому придется делать выбор какой-то, ну, наверное, тогда будет другая риторика. А сейчас, ну, хочется вам работать на зарубежную компанию, работайте. Главное, чтобы эта зарубежная компания не работала против нашей страны. Вот это тоже важный момент, потому что программисты программистами, но если этот программист для какой-нибудь F-35 авионику программирует тут дистанционно, даже в какой-то малой ее части, то он работает против нашей страны, ну, например. Вот. Или, например, работает на Microsoft, а Microsoft нам санкции объявляет. Да, стоит на Microsoft работать, который нам санкции объявляет? Мне кажется, нет. Нет, смотри, знаешь, что надо сделать? Нужно сообщить потихоньку в Министерство обороны, что ты работаешь в Microsoft, и ждать 3 зеленых свистка. Да. Да, вот сегодня, кстати, вот очень интересный момент. Украинский бот, кроссер-бот. Кстати, у кого есть телеграм-каналы, ребят, срочно посмотрите, нету ли у вас в админах канала кроссер-бота. Он раньше давал очень хорошие статистические раскладки по тому, что там внутри, там какая структура подписчиков и так далее. Действительно, очень интересная штука. И он просил админские права, и давали ему админские права. А в военное время это стал бэкдор, который стал взламывать наши телеграм-каналы. Сегодня у Коца угнали телеграм-канал, у Поддубного угнали телеграм-канал, и у многих наших достойных донов угнали сегодня Тихиной, по-моему, было... телеграм-каналы. Да, потому что кроссер-бот оказался украинской разработкой. И на него работали также русские программисты. И они теперь сидят такие, в заднице ковыряют и не знают, что делать с этим. А у ребят угнали каналы. Причем это именно те ребята, это не просто абы какие ребята, а ребята, которые участвуют в этой пресловутой информационной войне на нашей стороне. И являются очень важными участниками этой информационной войны. Вот цена работы на иностранную компанию. А те, кто работал на этот кроссер-бот, наверняка хорошо зарабатывали и говорили, да какая разница, мы работаем вот тут, вот и работаем себе. И вот начался конфликт. И вот нате, получите, распишитесь. Я тут в инсте, прикинь, рекламы листаю, я, значит, посмотрела твою разъяснительную бригаду, и тут мне следом рекламный выплывает пост. Стоит парень такой, опрятный, красиво одетый, и начинает рассказывать. Я программист, мы строим светлое будущее, мы хотим, чтобы люди то-то, 5-10. И все это делали мы в светлой, прекрасной Украине. Зеленский дал нам прекрасные льготы, дотации, мы сейчас вот работаем на благо родной страны. И потом, но все оборвалось в один миг, когда русские ввели свои танки, и там просто начинается такая жесткая пропаганда. То есть я вот человек не подготовлен, ладно, я смотрю эфиры, вот мы с тобой сейчас ведем, специалисты приходят, а когда это видит человек неподготовленный, ну это же просто вот в голову мощнейший заряд. Вот ваши программисты замечательные, которые да, там работают. Не, аккуратненько, короче, сейчас времена непростые, не надо ни на кого ярлыков никаких вешать, вот прям прошу. Да. Не надо. Единожды ярлык повесив, потом очень трудно его снять, особенно у себя в мозгу. Вот. Но думать надо головой. Я про другое, я про то, какие средства. Да. Я не говорю, что парень плохой. Андрей Жибелис отправляет 1 евро. Да я это не про тебя, я в принципе нашим зрителям обращаюсь, потому что сталкивался сам в своей жизни с тем, что вот повесил на человека ярлык, и потом очень трудно его отмыть внутри своей башки. Миру мир, мир позитив, мир против зла, уничтожить зло на корню в корне, точнее под корень, как бы ни было больно. Спасибо большое за 1 евро, красивый текст. Марина Корзина, 100 рублей. Доклад окончил. Я предлагаю на этом, собственно говоря, нам и разойтись. Давай немножко одну шуточную новость. Ну как шуточную? Давай.
Ну, как-то зрителей. Слушай, вот смотри, ну-ка, проверим твои... пойдешь ли ты в новую битву экстрасенсов? Сможешь или нет? Давай-ка угадай. Кто лично готов попросить Владимира Путина об убежище для Владимира Зеленского, если тот будет готов к диалогу? Ну, я подозреваю, что это будет либо Макрон, либо Борис Джонсон. Либо Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров заявил, что готов лично просить президента России Владимира Путина об убежище для Владимира Зеленского. Далее цитата. «Зеленский, если ты уйдешь в сторону Польши, тебя ждет участь Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично просить президента России, чтобы тебе дали убежище и спасли твое лицо. Все это будет возможно, если ты прямо сейчас послушаешь меня и воспользуешься своим единственным шансом. Бежать некуда». Да, мощно. Ну, я Заход очень мощный. уважаю, да, Рамзана Ахматовича, он красавчик. Ну, вот на этой праздничной ноте, радостной и смешной достаточно, в это наше грустное и непростое время, я предлагаю закончить вечерний эфир. И завтра же у нас праздники. Завтра, кстати, начало Великого Поста, кто не помнит. Да, и пост продлится до моего дня рождения, до 24 апреля. Пасха у нас в этом году ровно в мой день рождения. Очень интересное такое совпадение, которое мне очень по сердцу, честно говоря. Вот 20 евро отправляет, последний прочитаю, Альвидас Балтакис. 20 евро, спасибо. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в ефірі CBC Face the Nation, що члени НАТО матимуть право надсилати винішувачі в Украину. Вы знаете, я не владею украинским языком, вы лучше по-польски пишите в следующий раз, мне будет проще, потому что польским я владею. Валдиас Балтакис скорее по-прибалтски что-то там напишет. По-прибалтски, да, по-прибалтски. Вот, спасибо большое, да, все тогда, ребят, хороших выходных, да, завтра утром увидимся, завтра понедельник, кто не помнит, хотя и выходной. Много не пейте, всем до завтра. Подписывайтесь на нашу телегу, на телегу Трофима. Да, на телеге подписывайтесь, на Артема Сотникова подписывайтесь. Вообще вот так. Да, канал. Ну, вот. Сотни тем, да, все, ребят, пока, спасибо. Пока-пока. Пока-пока.